Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. На один из таких стримов вы сейчас попали. Все розыгрыши в условиях в описании к видео. Основной розыгрыш — это, конечно же, 5 фитнес-браслетов Mi Band 4 в конце каждого месяца. Месяц у нас кончается иногда 30-го, иногда 31-го. В основном стараюсь это все делать по воскресеньям на стримах. Вот, нас осталось 19 человек, я вам очень рад. Сегодня мы обсудим один насущный вопрос. А именно, зачем вообще нужны яблочные устройства, по моему мнению. У меня их не так много, но iPhone 11 Pro Max на 256 гигов есть. Яблочные первые ушки, яблочные вторые ушки, яблочные третьи ушки тоже в наличии. И еще что у нас интересного есть, это, конечно же, iPhone 7 Plus. Почему он здесь лежит, я тоже объясню. В принципе, это для того, чтобы набралась сумма как раз четверть миллиона. Четверть миллиона не так много, с одной стороны. С другой стороны, это такой хороший их ноутбук. Почему хороший? Опять же, я считаю, что айфоновский яблочный ноутбук стоит покупать только в одном. Ладно, в двух случаях. Первый случай — это когда у вас просто столько денег, сколько вы не знаете, или у ваших родителей, что очень хорошо, и тогда вам этот стрим вообще не нужен. И второй случай, если вы занимаетесь монтажом. Но, опять же, допустим, я занимаюсь монтажом, как многие замечают. Монтаж у меня с одной стороны супер колхозный, с другой стороны вы же смотрите, и я считаю, что он более чем смотрибелен. Так вот, я делаю на самых простых программах, которые есть даже на телефоне. И когда вы видите, опять же, монтаж с телефонов iPhone Pro Max либо iPhone 7 Plus, помните, что это делают профессионалы. К чему я это все хочу сказать? К тому, что когда вы счастливым образом наблюдаете, допустим, рекламу iPhone 7 Plus Max, вы забываете, что это снимают монтажеры, и одни только вот салазки их под этот телефон для того, чтобы снять этот великолепный ролик, они стоят около там 1 000 000 рублей иногда. Розыгрыша не будет, еще раз, розыгрыш у нас в конце каждого месяца. 5 фитнес-браслетов рандомно. А сегодня у нас просто обсуждение из разряда того, а почему я считаю, что яблоко это слишком дорого. И то, что они сейчас делают со своими девайсами, оно никаким образом не располагает нас к покупке. Вот, сейчас я изменю на все сообщения. Напоминаю, что мата на канале нет. Если хотите что-нибудь мне написать неэтичное, обязательно пишите в комментариях к видео. Не в комментариях к видео, а желательно в комментариях к видео вас YouTube забанит. Желательно писать, или я удалю. Желательно писать ВКонтакт, Facebook и же с ними. Всем привет еще раз, Apple Top Плантона, хорошо, что у вас есть из яблока. И опять же, вот допустим, для чего мне яблоко нужно было бы? Многие очень пишут, ну что польза, ты начал снимать на iPhone Pro Max? Нет, я не начал снимать на iPhone Pro Max, я как снимал на свой OnePlus 7T Pro, так и снимаю. Я вам мало того скажу, что я еще заказал себе Huawei P30 Pro, потому что, как вы помните, Huawei P20 Pro я разбил. Вот, управление же по программным каким-то моментом я сейчас пройдусь. Что такое яблоко? Вот конкретно лежат эти часики. Они сколько? 35 тысяч мне обошлись. Я покупал их в одном из российских магазинов. Купил я их супруге. Спросите, как долго, ради интереса, как долго вы думаете, она их носила? Я скажу честно, час максимум. Потому что как только я ей сказал, что их каждые сутки нужно заряжать, она сказала: муж, а зачем ты мне их купил? Они же еще и тяжелые. И это не какой-то хейт, а это вот обычная реакция обычного человека, которому не нужно показывать, что вот я ношу крутые часы за 35 тысяч или там за 25, кто за сколько купит. Huawei, конечно, топ, учитывая цену, потому что не забываем, кстати, прожать лайк за труды, потому что вот это, я понимаю, что многие будут не согласны, особенно те, у кого нет айфона. Почему? Потому что если у вас есть 11 Pro Max, если у вас стоит MacBook за 2500 и за лям стоит компьютер, не лям там, ладно, 1700, очень хороший, у яблока уже компьютер стационарный, вы в этом случае вряд ли будете смотреть подобные стримы. Почему? Потому что, скорее всего, вы за счет этих средств зарабатываете большие деньги, и вам абсолютно не интересно мнение человека, которому приходится на все это зарабатывать именно. Почему я об этом говорю? Потому что очень много людей стало покупать вот данные девайсы в кредиты. Когда вот этот телефон 11, точнее 7 Plus я покупал супруге за 42 тысячи рублей из Германии. В России он стоил, по-моему, 1055. Но не в этом смысл, это iPhone 7 Plus. Так вот, в тот момент, когда я его покупал, это была адекватная цена. Но
42-45 тысяч и 130 тысяч. Но это вообще трэш, это просто перебор. И это не к тому, что вы представьте, но по большому счету, что поменялось? Внешне они не особо сильно изменились. Экран стал, да, получше. Я не буду сейчас сравнивать и тратить ваше время, чтобы рассказать, что 7 Plus, он немногим и отличается от 11 Pro Max. Я просто хочу сказать, что реально стоимость девайса данного до такой степени несоразмерна с тем, что этот девайс нам предлагает, что становится слегка страшно. Почему? Потому что мы покупаем данные часы, телефоны и же с ними для того, чтобы они были в одной системе, конкретно iOS. Данила, привет, Руслан, привет, Якобс, привет. Кстати, я только что выгрузил новый ролик на канал, кому интересно, про мой новый пылесос. Но об этом потом. Сейчас все-таки я расскажу, почему я все-таки считаю, что вот эти вот все девайсы это слегка бесполезная трата денег, опять же, если у вас не безумное количество денег и если какой-то ваш мнительный статус. Почему мнительный? Потому что на лацкан пиджака люди еще смотрят, сколько стоит ваш пиджак. Может, он реально стоит по 400 тысяч, кое-где. Ладно, смотрят, может быть, иногда на часы, но точно не на Apple Watch. Но сейчас 100% никто не обращает никакого внимания на телефоны. Если для подростков и школьников это является каким-то мерилом, что тебе там за 100 тысяч могут и голову пробить 300 тысяч раз в той же Перми или Волгограде. Вот. Но для взрослых людей это, не знаю, это просто девайс, на который кому-то жалко 100 тысяч, кому-то нет. Люди ходят с тапиками и получают под 6 соток. У меня такие знакомые есть. И им вообще не важно, что такое телефон. И к чему это? К тому, что данный функционал этого телефона ничуть не больше, чем у того же Xiaomi Note 10, который мне тоже, кстати, не особо понравился. Но если брать Huawei, которые я не сильно люблю, но относительно за их видеосъемку и фото, если брать те же Samsung, которые я вообще не люблю, но у них хотя бы соразмерная цена. Вот у них вышел флагман, самый фарш, у них 99 тысяч рублей стоимость. Сколько будет стоимость у самого фарша у яблочного, когда они выпустят 12? Мне кажется, уже 1170. Нет, я не беру в разброс какой-то SE. Если кладоискатель, ты вспомнишь, сколько стоил у яблока SE на момент выхода, у тебя волосы посидеют. Я тоже 5C купил за $49 и жду iPhone 5C. Голубенький, специально, чтобы рассказать. Обзор на Mi 10 не будет. Почему? Потому что у меня Mi Note 10, зачем мне еще Mi 10? У меня и так слишком много телефонов. Еще раз всем привет и еще раз пишем вопросы по данным девайсам. И я сейчас постепенно приду все-таки по поводу темы. Почему все-таки 250 000, по моему мнению, была выброшена в никуда. Не по той причине, что на 100 тысяч можно было купить ноутбук. Еще на 100 тысяч можно было купить два флагмана OnePlus 7T Pro и Huawei P30 Pro. У вас еще осталось бы 10 тысяч на наушники Vivo и на Vivo TVS. И на 50 тысяч еще гульнуть неплохо. Стоит ли покупать 7 Plus, OnePlus 7T Pro? Нет, OnePlus 7 стоит. iPhone 5C с OLED на 8 гигабайт, именно траггер. Людям нравится платить большие деньги ради того, чтобы на них обращали внимание. Ибрахим, еще раз повторяю, что вот на это в моей среде, моя среда, она не такая крутая, но телефон я с зарплаты купить могу легко. Никто не обращает внимания на телефон, никто. Люди ходят с тапиками. Там, не знаю, начальники моих начальников ходят с тапиками, потому что им плевать на это. Деньги имеют значение, навыки имеют значение, бизнес имеет значение. Если твой бизнес завязан, еще раз, на интернет, на видео, без разницы, вот на любой вид интернета вопросов нет. Если тебе нужна сеть, если тебе сеть не нужна, да, опять же, даже если тебе нужна сеть, у айфона не лучше, он не лучше всех ловит, Nokia лучше ловит, Huawei лучше ловит. Да даже некоторые Xiaomi лучше ловят, чем OnePlus 7, OnePlus 7T Pro. Вообще великолепно ловит относительно iPhone 11 Pro Max, вот он у меня лежит. Великолепный телефон, просто отличный. Просто красная цена, по моему мнению, ему 1060. Но точно не 90, не 100, не 130. Вообще никак. Вот. И это не из разряда крохобора, о чем ты говоришь. Первые яблочные ушки я супруге купил, когда еще не было... iPhone у нее был 7 Plus. Окей, сначала iPhone 7 Plus. Но опять же, iPhone 7 Plus обошелся в 42 тысячи рублей. 42 тысячи рублей еще адекватно.
Потому что красиво, потому что любимый, потому что вот потому что. Но 100 тысяч рублей это уже за гранью добра и зла, потому что 100 тысяч это очень крутой ноутбук и очень хороший телефон. К чему это все? К тому, что вроде бы я думал, вот эту вот систему я соберу, телефон, наушники и ну, как бы телефон, наушники, часы. И смогу, соответственно, сделать что-то наподобие ролика, которое я делать уже не буду. Может быть и буду, но это я не знаю, до какой степени мне нужно себя заставлять, как долго. К чему это все? К тому, что, еще раз, часы, которые нужно заряжать раз в день, это трэш. Когда Huawei выпускает часы, которые можно заряжать раз в 2 недели, когда Xiaomi делает тоже там Amazfit эти делают по 2 недели, когда у Xiaomi появляется смарт-вотч, практически копия, глобалка уже выйти должна в феврале, ладно, выйдет в марте, чуть-чуть она больше, но это тоже трэш большие, они толстые, они тяжелые, и сказать, что это нереальная халява, это не нереальная халява, это неудобно, раз в сутки заряжать тяжелые часы от Яблока неудобно, моя жена их не носит. Конечно же, у меня будет на них обзор, конечно же, я не буду их хейтить, потому что когда ты идешь и отдаешь 35 тысяч за заведомо относительно бесполезный продукт, ну, который в идеале красивый, но он красивый. Но носить его как аксессуар, наверное, лучше какой-нибудь камешек, камешек в серьги. Почему? Почему нельзя сказать, что вот это все бредятина? Это, в принципе, не бред. Когда люди покупают украшения себе по 500 000, и вот это вот камушки просто блестят, это знак внимания, окей. Дальше, никакой рекламы нет, все, кто вот сейчас типа ASM, вы сейчас просто будете забанены Ютьюбом, и очень зря вы так пишете. Напоминаю, не писать мат, пожалуйста. Полностью согласен, заряжать часы день это бред. Подскажи, какая электрическая бритва? Нет, давайте все-таки про Яблоко поговорим сначала, а потом уже не забываем прожать лайк за труды. Почему? Потому что все-таки эти девайсы, они хороши. Я уверен, ну я не уверен, я знаю, что Яблоко уже опережает по количеству проданных часов великолепных наших швейцарских товарищей, то есть швейцарцы не продают на ту же сумму, насколько продают, или на количество, по-моему, на сумму, насколько яблочные продают своих часов. Просто я не понимаю, кто такие часы носит, с какой точки зрения. С той точки зрения, что есть Huawei, есть Samsung, есть Amazfit и Xiaomi. Есть просто море девайсов, которые вот эти часы превосходят просто по всем возможным характеристикам. В первую очередь автономность. Автономность сутки это дно. Вот ниже дна я не знаю, где это. Huawei убийца Apple Watch. Семен, не согласен, тут убивать нечего, сутки. То есть к чему это все? К тому, что наушники у них хороши. То есть у них есть финансы, они сделали большую выборку, они сделали хорошие затычки. Ну, я скажу, что это не затычки, все-таки это гибриды. На моем канале еще не было на них обзора. У меня уже 3 вида их фейков на руках. Все их подделки ужасны. О них рассказывать нечего и вряд ли рассказывать я буду. И к чему это все? К тому, что вот эти наушники, они, может быть, 20 тысяч стоят. Хотя я не знаю. Если у вас нет айфона, они точно не стоят 20 тысяч. Если есть iPhone, вы можете для себя оценить, стоят они или нет, потому что то, что делает Сонька, я обязательно их куплю, но такие габариты, убейте меня нежно, покупайте лучше накладные наушники, чем то, что делает Sony, потому что их затычки, они нереально огромные. Я еще не покупаю их по той причине, потому что я не очень хочу бан своему каналу. Мне недавно пришло предупреждение, и я теперь буду намного аккуратнее с девайсами. Разыгрывать ЕКБ эти товары я не буду, так что если вы ради этого здесь, очень сильно зря. У нас в основном канал дружеский, из разряда вы мне говорите, что купить, а я вам рассказываю по поводу этого, что думаю. Обзор на Mi 10 возможно будет, если прямо очень будет много желающих. Не забываем прожать лайк, даже сотни нет. Как-то мы сегодня печально собрались. Model Party, еще раз привет. Варвар, привет. Да, не чаще одного сообщения. Что предупреждение пришло, не буду рассказывать, пока не придет итог. Но после него я удалил почти 20 роликов. И я примерно представляю, во всяком случае, не такой огромный канал, чтобы кривить душой. Еще раз, когда вы видите, что какие-то каналы, рассказывая о том, что их забанили, рассказывают о том, что это за мат или еще что-то, нет.
Нас банят 99% из-за копий. То есть, если мы рассказываем вам о копиях, копиях часов, копиях наушников, копиях телефонов, очень велика вероятность того, что нас нагнут. Я не знаю, может быть кого-то там, ну у меня уже все-таки 100 тысяч, вот я как 100-тысячный канал могу сказать, что как только у тебя появляется сотня, на тебя обращают внимание. Если что, все это оригиналы, я не призываю ни к их покупке, ни к тому, чтобы их не покупать, это вот исключительно мое мнение. Я считаю, что 2500 за эти товары это бесполезная трата денег, исключая, конечно, iPhone 7 Plus. Если вы вспоминаете пятерку, если вы вспоминаете SE, если вы вспоминаете наушники первые AirPods, я скажу да. Если вы будете говорить мне про 11 Pro Max, либо, я уверен, 12 будет стоить каких-то космических денег, либо Apple Watch. Сейчас для меня Apple Watch, конечно, мрачное дно. Не буду я делать ролик из разряда «выбросите их в окно», но вы мое отношение должны знать, вы мои подписчики, вы люди, которые собираетесь или не собираетесь покупать данные девайсы. Данные часы даже рядом не валялись с Huawei Watch GT 2 по стоимости, потому что когда ты 11 тысяч отдаешь за автономность 2 недели, а получаешь за 35 тысяч автономность в одни сутки дичайшие габариты, ну нет, однозначно нет. Что за часы на руке не скажу, потом может быть. Очень хорошие планшеты у Яблока, но я не хочу его покупать. Почему планшет я не хочу брать? Очень простая причина. Если купишь планшет, ты за него будешь залипать. Залипать люто побольше, чем в телефоне. Лучше Xiaomi или Apple? Лучше Huawei и Samsung, которые мне безумно не нравятся. Были у вас Huawei P3, P Smart? Если да, какого мнения? Нет, не были. У меня был только телефон Huawei P20 Pro. Йоу, чувак, подскажи, плиз, электрическая бритва от Xiaomi пацану 15-16 лет. Есть топ-5 бритв на канале, вообще Blackstone обычную за 900 рублей купите. Или за 600, сейчас будут распродажи, кстати, с 23 числа. Какой телефон взять до 10 тысяч? Еще раз, Влад, у меня есть топ-5 телефонов на канале, посмотрите, я бы за десятку ничего не смог посоветовать. Я думаю, за 11 можно, сейчас за 11 много чего можно купить, начиная от Asus, но во всем должно быть не меньше 4 гигабайт оперативы. Дальше, по поводу всех этих девайсов, которые вы сейчас видите, еще раз подробно. Если мы берем, допустим, те же беспроводные, точнее наушники, которые поддерживают беспроводную зарядку, или телефон поддерживает беспроводную зарядку. Помните, что беспроводная зарядка у Яблока это довольно такая эфемерная вещь. Она очень-очень слабенькая, хиленькая, никаких там 40-20 ватт нету. Все довольно печальненько, и эта печаль скрывается в первую очередь под чем? Под таким серьезным слоем и налетом, но она же есть. Вы не будете ей пользоваться, вы однозначно не будете, вы будете пользоваться Power Delivery. Вова нет, на руке не Mi Watch, на Mi Watch у меня есть 2 обзора на канале, и я жду глобалку не меньше, чем вы. Почему? Потому что Mi Watch мне безумно понравились, я помню их цену, и это не 35 кусков, как вот у этого дела. Почему Samsung не нравится? Потому что они бьются, потому что они делают так, что у них прошивка тоже начинает лагать, потому что у них чертова туча девайсов, которые можно просто выбросить на помойку. И когда они хайпят на чем-то, вот, допустим, опять же сейчас реклама 100-кратного зума, он вам нужен? Я понимаю, что все сейчас делают деньги в первую очередь на том, что вы же видите, какой девайс, аналогов его нет, и т.д. и т.п. Но, пожалуйста, помните, что это лажа, это бесполезная, никому не нужная лажа. Почему? Потому что вы снимаете ролики. Если вы снимаете ролики, вас однозначно не интересует Samsung, вы будете сидеть на Huawei. На крайнем случае вы будете на Яблоке. Почему я еще, кстати, не снимаю на Яблоке? Потому что девайс единственный, который перестает заставлять вас думать, то есть если вы не хотите при съемках вообще думать, это все-таки Apple Watch. Почему многие мне пишут, польза, почему ты не снимаешь со стабилизаторов? У меня там, допустим, есть вот этот стабилизатор, есть двуручный стабилизатор, есть вот такой стабилизатор. У меня стабилизаторов более чем, притом все их покупал я за свои деньги. Стабилизаторы я не знаю, кому дают в обзорах. Чувакам очень везет, если кому-то дают стабилизатор в обзор. К чему это? К тому, что если ты начнешь вот с этих дел что-то снимать, опять же, для меня, то ты, я и так как бы не особо с руками дружу, то тебя вообще понесет из разряда, и так нормально. А когда ты ручками что-то делаешь, когда у тебя стабилизатор так себе, вот в айфоне он отличный, но он картинку мылит. Я не знаю, мне не нравится его картинка в динамике, мне нравится она статике, то есть если вы вешаете его куда-то и начинаете снимать. Но опять же 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей за то, чтобы снимать распаковку, убейте меня. Хорошо, мне везет, я там неплохо пока зарабатываю. Но кто-то нет,
Короче, если у вас нет сотки после того, как закончилась зарплата ваша, вот, не знаю, зарплата у вас 15 числа и 14 числа вы смотрите, в кармане еще осталась сотка после оплаты всех кредитов и т.д. и т.п. Вы идете и спокойно покупаете этот телефончик. Если у вас этой сотки не остается, опять же, у вас должно быть понимание того, что если вы покупаете этот телефон, также нужно будет покупать ноутбук. Также будет нужно покупать часы, скорее всего, и, скорее всего, ушки. Лучше все из одной системы. К чему это все? К тому, что ноутбук для монтажа игр Asus ROG Strix, желательно подумайте, у меня есть пример на канале, я на нем 2,5 года монтировал, и вот роликов, наверное, из 4,5 сотен, что есть на канале, 430 было сделано на этом ноутбуке. Не забываем прожать лайк за труды, кто хочет, можете стать спонсором, кто хочет, можете кинуть донат. В описании есть как. И пишите, что еще купить на обзор, обязательно в комментариях. Китайцы с Алиэкспресса начали товары посылать. А еще стрим сегодня в связи с тем, что, мне кажется, вот как раз час назад начались распродажи на Алиэкспрессе. Если что-то кто-то хотел, то они буквально там дня два, по-моему, кто-то неделю будет проводить, кто-то дня два. Дальше. Посылки с Алика отправляют еще как. Все это лабутень. Никакого коронавируса в посылке вам не придет, если вы живого китайца туда не закажете себе. Глупый юмор, но реально, с чего? А если реально таким образом будут распространяться болезни, то нам всем и так трындец. Какой стабилизатор для телефона? Ручки. Ручки, я же показывал. У меня есть двуручные на канале, посмотрите обзор. Года два назад покупал, иногда им пользовался. С файлами на iOS очень неудобно работать. Стоит еще раз, если вы сидите полностью на этой системе, если у вас ноутбук, компьютер, телефоны, если вы планируете вот это дело обновлять, то есть нужно четко понимать, что ты покупая iPhone, через года 3 все равно купишь новый. То есть если у тебя есть сегодня сотка, это лишнее, то даже через 3-4 года у тебя должна быть эта же сотка, чтобы не пересаживаться на Android, от которого ты отвык мрачно, так же как и винда. Иначе ты будешь плеваться дальше, чем видеть. Так же, как люди, которые пересаживаются с айфона, благополучно потом поднывают, что, точнее с андроида на iOS, что iOS это не особо лучшая система. Мне она, допустим, неудобна. Не забываем прожать лайк за труды. Кстати, давайте 200 хотя бы наберем. Заказал процессор с Алика. Очень долго отправляли и мазались корной. Джонни, главное, отправили или нет? Вот вопрос в чем. Запись звука, воспроизведение. Привет, скажи, что про звук. Если на андроиде с такими же данными, просто я музыкант. Брум-бум-бум. А я, Сергей, вообще не понимаю, о чем вы, если честно. Вы имеете в виду записывать музыку? Если записывать музыку, можно совершенно свободно купить Bonnie, микрофон и все. То есть он 1000 рублей на Android, пожалуйста. Привет, какую недорогую обувь взять с Алика на повседнев? Есть топ-5 кроссовок на канале, там все недорого, посмотрите. Есть лайнинг на канале, тоже там за 1500 даже я кроссовки покупал, очень даже шикарные. У меня их перекупил потом спортсмен, реально, который в нескольких дисциплинах имеет КМС и в 2 мастера спорта выполнял, притом легкоатлетических. Передай, пожалуйста, привет. Егор, привет. Кажись, из этого индивидуально, пользуюсь параллельно, сейчас отправляют. О, Артем, спасибо. А ты разве не был моим? Ну, без разницы. Спасибо, что стал спонсором. Так. Привет. Есть ли смысл XS64 или твое мнение? Вообще XS, XM и вот эти все мне не понравились очень сильно, Эдвард. Мое мнение, нужно брать либо 10, либо 11. На диктофон, на видео, айфоны пишут хорошо. Сергей, вы сами ответили на свой вопрос. Покупайте 7 плюс и все. И не заморачивайтесь. Я бы не стал покупать. Я бы за эти деньги купил еще раз Huawei P30 и Pro. И купил бы к нему микро. Можно микрофон для телефона, конечно. Море, и тебя с праздником. Сколько в среднем и кто служил? Хотя бы года 2. Может кто-то 4, может 10 всех с праздником. Может кто-то еще служит. Куда потом девается вся техника после? Все вы можете посмотреть стримы на моем канале. Там есть стримы с сотней наушников. Ну не сотни, но там, по-моему, штук 30 точно есть пара наушников. Все это у меня дома. Как только я перееду, стримы будут более глобальными. Я буду раскладывать девайсов, может быть, на 500 000 и рассказывать вам про них поступательно. К чему это все? К тому, чтобы мне можно было сравнивать. Вы что-то спрашиваете в комментариях? Я про девайс забыл, бах, взял его, вспомнил, проверил. Скажи, пожалуйста, вопрос не по теме. Что скажешь насчет Колми? Хлам. С Алика можно заказывать сейчас? Да, мне отправляют. Служить буду всю жизнь, у меня контракт на 25 лет. Ибрахим, поздравляю, будете как-то до предела, получается. Я смотрел у тебя видео на часы реплику какой-то знаменитой модели от суббренда Xiaomi.
Насколько у тебя долго они проработали? Иван, ровно столько, сколько я их тестировал, скорее всего, на реплику Xiaomi, я сказал, не советую покупать, правда? Сарика отправляют, да, еще как. Какие можно микрофоны для телефона? Бонья. Сколько в среднем посылок не приходит? 1 из 10, но сейчас меньше. Сейчас 1 из 20. Саня, о чем стрим? Мое присутствие обязательно, я смогу с фоне прослушать. Варвар, ты можешь даже в фоне не слушать стрим, в первую очередь по то, что Apple своих денег не стоит, но люди почему-то по поводу этого не спрашивают. И правильно делают, почему? Потому что слабое звено, я считаю, у Яблока, это, конечно, ценовая политика, когда больше сотки стоит телефон, и когда когда-то они продавали по полтиннику, не из-за курса, хочу отметить, это перебор. Когда часы держат одни сутки, а их конкуренты держат не сутки, а уже по неделе, по две, и когда наушники вкладыши, вот это Vivo TVS, абсолютно, если честно, BBK я ненавижу патологически, мне кажется, у них бренд такой шлакоблок, но как-то они сделали вот эти уши. Я отплевывался от них, наверное, месяца 3. Сейчас сломался, купил все наушники, которые вы спрашивали. Анкера, Air 2, потом Razer, мне что только не идет. Realme, в общем, все, что вы просили, я взял и тупо купил. Так что, если вы что-то хайповое сейчас будете просить, даже за десятку, если это гипотетически можно купить, я это дело куплю. Вот. Если я не найду, где купить, значит не куплю. Но вот я сломался, стал покупать все. Алик начал отправки. Да, какие кроссы взять? Midge Sneaker 2 или Sneaker 3? Особой разницы нет, выбирайте те, что вам больше понравится. Саша, ответь. За $270 можно брать iPhone 7 Plus у проверенного магазина, активированный iPhone. Нет, лучше купите OnePlus 7T, чем iPhone 7 Plus. Хотя 270 это дешево. Берите, если вы пользовались iPhone, и он вам прям нужен. Что значит активированный? Вы его сможете активировать? Часами Apple не пользуюсь, но пишу с iPhone и слушаю с AirPods. Варвар, опять же, у каждого свои финансовые возможности. ТЧК. Батарея 90+, 90% плюс, я не знаю про что вы, но окей. Не забываем прожать лайк, вас 160 человек, даже лайков меньше, чем 160. Так, Garmin дают ли, может, думал сам взять? Нет, Garmin, еще раз, вы если думаете, что мне много чего дают, мне совсем ничего практически не дают. Я не знаю, такое ощущение, что подписчики не являются моими подписчиками. Посмотрите формат моего канала. Если бы патологически, вот допустим на Алиэкспрессе я сейчас буду делать определенные темы, рассказывать о старых девайсах, на которые я сам захожу на Алиэкспресс, так как я там покупаю, и удивляюсь, что на Алике в рекламе висят ролики чуваков с Ютьюба. Догадайтесь с 3 раз, почему они там висят. Я думаю, вы легко догадаетесь. Вот, пожалуйста, и ответ на вопрос, почему ты не говоришь так же, как большинство. Потому что большинство отрабатывает денежку, кто не понял. Либо просто они альтруисты, девайс нереально эпичный, и такие они вместе с продавцами дружат. Ну, не будем об этом, это о грустном, а кратко, эпичного ничего не дают, приходится покупать. Лампу купил, обезьяну купил, наушники купил, телефон купил. Часы купил, все это покупал. Вот. Когда будет стримы с лицом, а я думаю, летом будут, я вам даже чеки покажу всякой этой лабутени, потому что тяжело представить, конечно, что человек берет столько всякой штуки в покупку. Ну, покупаю. ТЧК. Кое-что не покупаю. Я не помню, что я последний не покупал. Что я не покупал? Анкера мне как-то посылали даже наушники, но они настолько ужасно оказались, что я даже не стал обзор делать. Вот, поэтому после этого я говорю, что Анкер хлам. Привет, ты пользовался iPhone 8 Plus? Что можешь сказать? Нет, только 7 Plus. Служивших с 23-м, остальных с прошедшим днем Валентина. Бука, ну может быть кто-то еще служит? Так-то. Не надо всех кидать через. Что лучше Mi Band 4, кроме BIP? Mi Band 3 или кроме BIP? Mi Band 4. Ребята, с праздником. С праздником, выпей сок или чай, Артем. Поздравляю. Какой роутер посоветуешь? Миша Xiaomi-шный. Робот-пылесос Xiaomi стоит брать? Однозначно, Юра. Новый гнущийся Samsung, как тебе? Хайп, хлам и бесполезная трата вашего времени на то, чтобы просматривать эти обзоры. Через лет 5 будут достойные, мне кажется. TIS AX стоит своих денег? Уже не знаю. Не знаю. Есть еще альтернативы. Посмотрите на канале. Вкладыши дешевые и хорошие. От Базеуса, допустим. Посоветуй смартфон, поддерживающий флаг. Так они все поддерживают, там в плеере дело, друзья. Что скажешь про, там вопрос еще в кодеке, чтобы успевало передавать все. Чтобы aptX поддерживает, много очень всяких смартфонов поддерживает. Лучшие, кстати, смартфоны по звуку, говорят, учитывая цену, это LG-шки. Так,
Так, Funkle Eye норм, если брак не придет. Что можешь сказать про MSFit бенды? Лучше аналогов, чем те же Mi бенды. Нет, у меня есть обзоры, посмотрите, я так не думаю. Какие уши, по-твоему, лучше будут? По-твоему, лучше будут Vivo, которые у тебя на столе, или AirPods 2? По звучанию Vivo, если у вас iPhone, однозначно нужно брать яблоко. Вот и все. А по микро, наверное, все-таки, ну, они близки очень, очень близки Vivo и яблоко. А по внешнему виду, ну, кому что больше нравится. По удобству, помните, что у яблока очень много денег, они реально тестировали просто безумное количество людей. И по ушной раковине они более, наверное, универсальны, чем какие-либо другие уши, которые их с точностью не копируют. Vivo не копирует их с точностью. Не собираешься делать обзоры на какие-нибудь восстановленные телефоны? Delete собираюсь, они мне идут. Galaxy Buds 2 стоит обновляться? Однозначно нет, мне и первые не понравились. Добрый вечер, подскажи, пожалуйста, за наушники Halo GT2. Норм будут, посмотрите обзор на канале, это можно сказать, мой фаворит. Про Garmin, я подписчик из первых, именно подписчик на спорттовары и товары для спорта. Именно поэтому хотел слышать именно твою точку зрения. Юрий, у меня был обзор на Garmin, очень простые, и он не зашел. Вот. Я, может быть, куплю дорогие, опять же, можешь написать мне ВКонтакте, чтобы подумать, какие именно, но это ближе к лету. Потому что если брать то что-нибудь за полтинник, а полтинник это прям очень серьезно, даже для меня. Особенно на спортивные часы, о которых никто смотреть не будет. Лыжи топ по звуку, закинул флаг у друга, брал уши за 9К и кайфанул. Было LG 2. Я же говорю, LG лучший по звуку, мне кажется. Но опять же по отзывам, я не слушал. Лучшая мобилка до 20 штук, OnePlus любая. Опоздал к началу, о чем была тема выступления. Бука, основная тема про то, что вот это все, что под маркой Apple, не стоит 250 тысяч. Из этого всего, что здесь лежит, неплохой выбор, если вы потратите 10 тысяч на яблочные AirPods первого поколения. Здесь, к сожалению, нет iPhone 5, который я восстановленный заказал. Его реально купить так же, как SE-шку, довольно дешево, который я тоже считаю очень хорошим вариантом за свои деньги, учитывая его формат. И iPhone 7 Plus, который я считаю единственным более-менее адекватным выбором для тех, кто вот прям решил с iOS жить. Не тормозит, стоит дешево, и восстановленный его, по-моему, чуть ли не за 17 тысяч можно купить. Не забываем прожать лайк, может быть 200 наберем, нас все-таки 182 человека, а это уже много. Стрим ламповый, так как стоит лампа. Мата на канале нет, рекламы на канале тоже нет, так что у кого есть желание поматиться, либо что-то прорекламировать, в описании есть контакты мои, Facebook, контакт, пишите, будем матиться. Бери часы, смотреть буду, хорошо, Джек. Какие микрофоны у Vivo? Jaxa Gear, есть обзор на канале, посмотрите, мне очень они зашли. QCY T5 сразу посоветовал менять амбушюры. Еще раз, по поводу амбушюр. Если у вас есть Соньки или Panasonic, либо еще что-то подобное, то переставляйте просто со своих старых затычек и все, и будет вам радость. Вопрос по поводу пенных. Пенные быстро приходят в негодность, но практически всем подойдут. Вопрос про другие какие-то амбушюры. Более-менее годные амбушюры стоят рублей 700-800. Если я сделаю топ-5 таких амбушюр, вы купите их, и вдруг они вам не подойдут, но это будет трэш. А я четко знаю, что амбушюры подходят, к сожалению, не всем. То есть это как наушники, и поэтому это ваш путь, ваши форумы, ваши друзья. Если вы увлекаетесь звуком, я уверен, вы не один, пробуйте, тестируйте. Не советую никому восстановленные телефоны с Али, это лютый хлам и лотерея. Еще раз, я не говорил, что я буду советовать телефон с Али, и тем более не говорил, что Вообще я не советую бэушные телефоны покупать, ни айфоны, никакие. Просто-напросто мне самому интересно, что мне придет, а потом я расскажу, вот и все. Это из разряда того, что никому не советую iPhone, никому не советую AirPods. Вот все равно люди покупали как Apple Watch. Я ж почему делаю сейчас этот стрим? Потому что как вот это дело покупали, так его еще больше стали покупать. Я не знаю, то ли люди не понимают, как они выглядят, то ли люди не понимают, сколько они весят, то ли реально они не знают, что их сутки максимум относишь на руке, потом нужно будет заряжать. Но это дичь. 21 век, 2020 год, и нам нужно заряжать часы ежедневно. Убейте меня нежно. Вот помните миссия Serenity? Вот там девочка как раз говорила, убей меня. Вот примерно такие же ощущения у меня, когда я думаю, один заряд на сутки в 2020 году. Apple плевать вообще. Их все равно будут покупать. Яблоко нарисовал, все тебя купили. Здорово, брат, увидел у тебя в обзорах Тарину на горе. Ты из Тувы? Нет, я бывал в Туве, и мне республика понравилась, очень красиво. Ты используешь устройство в чехлах? Да.
в чехлах, но без защитных пленок. Дальше Ферсис MSFit Beep Light. MSFit Beep Model Patty, если ты не пытаешься троллить. Вот у тебя точно это спрашивать не... Тебе это точно спрашивать не стоит. Здорово, Тоха. Лично мне мои друзья подошли комплектную амбушюру от QC White 1. Та-да! Идеальный делит пример, когда человеку подходит что-то стандартное. Опять же, они делают на большее количество людей, чтобы подходило конкретно всем. Не знаю, мои Apple Watch держат 3 дня. Ну, как бы это не Apple Watch 3, это Apple Watch 5. Я знаю, какие именно лучшие уши для Android TVS с хорошим микро и переключением по тапам. Вкладыши Vivo TVS, не вкладыши, наверное, QC White 5, наверное. Бывал в Украине? Да, был в Одессе несколько раз, в Мариуполе, в Киеве. Красивая страна. Вот, в Одессу бы еще раз скатался, но как-то, мне кажется, не камильфо сейчас будет. Польза, я ответил на вопрос в чате, окей. Я имею в виду, на небольшие уши норм будет сидеть Huawei Halo GT2. Они на большие, на средние тоже нормы будут сидеть так-то. Чисто твое мнение, что лучше взять, Redmi Note 7, 8 или 8T? Ну, мне кажется, здесь ответ однозначный, 8T. Было бы странно, если бы ответил семерку. Что характерно, на часах автономность в один день у огрызков. С первой версии, похоже, фича уже. Нет, это они просто не заморачиваются, люди все равно покупают. Не думал тестировать наушники FIA X9 или X9 Pro. Я даже не знаю, что это такое. Накладные, наверное. Стоит ли переходить от Android до Apple или использовать их параллельно? Android и iOS использовать параллельно — это мазохизм, мне кажется. Привет, на Android у AirPods 2 звучат хуже. Да, мое мнение, да. Смотря с каким телефоном, не со всеми. Какие твои самые любимые часы от Amazfit? Stratos 2. Очень импонирует ваша подача и отсутствие мата. Удачи в развитии канала. Спасибо большое. Надеюсь, вы будете приходить почаще. В чем проблема? Кстати, кто не совсем понимает, у меня на канале практически каждый день обзоры. Не 3 раза в неделю, как у меня было изначально. И это, наверное, уже год. Если вы посмотрите по количеству, у меня бывают дни, когда по ночам иногда работаю, иногда вообще болею. Тогда не каждый день. Что работу никто не отменял. А так, в принципе, практически каждый день. И стрим единственный раз за год я пропустил на прошлой неделе. Вот. Vivo TVS разве есть переключение этапами? Да. По-моему, есть. Посмотрите. Я уже не помню. Обзор посмотрите. 100-кратный зум, маркетинг или нужная фича? Делит, вы сами ответили. Мне кажется, это абсолютно бесполезная лабутень. Вот кому она нужна, напишите в чате. 100-кратный зум кому нужен? Кто 30-кратным хотя бы раз пользовался на своих телефонах или 20-кратным? Максимум я 2-кратным зумом пользуюсь. Меня эта автономность сразу от идеи купить отвернула, потом на цену посмотрел и совсем успокоился. Море, да, 20 тысяч, да, 35, ну вот купила я за 35. Жена не носит мои Apple Watch 5. Ну и свои Apple Watch 5, потому что каждый день это трэш. G1D, наверное, да, может быть. Что приносит больше денег, канал или твоя работа? Ибрахим, однозначно работа. Работа и подработка. А канал — это для души. Посмотрите количество девайсов, которые я покупаю, и поймете примерно. Еще раз, GD1, мне придется тебя забанить. Прошу больше никого не спамить, потому что это плохая тенденция. Будут ли обзоры на приложения или операционки? Я пользуюсь OnePlus 7T Pro, у меня есть негативный только обзор на канале на данный девайс, но данный телефон просто отличный. Все обзоры, которые вы видите сейчас, раньше я их снимал на Huawei P20 Pro, какой-то момент в Redmi Note 8 Pro, какой-то даже на Redmi Note 7 снимал, на Redmi Note 4 снимал, и сейчас на Huawei P20, точнее на OnePlus 7T Pro снимаю. В чем проблема каждый день заряжать? Ты же их каждую ночь снимаешь. А смысл тогда их умного будильника, извините за грубость, подсчета активности во сне? Вы очень странный или странная, если вы девушка. Не беря в расчет бабосиков, предпочтение какой фирмы телефонов вы отдадите? Удар ниже пояса, iPhone и Apple. Ну, говорю, делить надо на 2. На 2 вот реально. Не 100, не 120, не 130, 70, 60. Ну, потому что это дичь. То, что они хотят, за то, что они туда засовывают, но это дичь. Покупать Pace или подкопить на Stratos? Мора, однозначно на Stratos подкопи. Ты же мужик, без сарказма. Потому что Pace в воду нельзя. Я свою утопил, чему я крайне не рад. Вот.
Подскажите бюджетные наушники беспроводные, которые с кейсом. Модель, спасибо. Лучше на, кстати, третий Stratos, они дольше держат. Безбюджетные наушники беспроводные с кейсом. Сергей, есть топы на каналах, там топ-10 лучших наушников, по-моему, их 3 целых топа, там выберите 100% более-менее, что вам подойдут. Опять же, во всех этих топах, чтобы вы понимали, есть топы на канале, а есть еще обзоры на данные девайсы. Если вы вдруг попадаете на мой топ, знайте, что этот девайс я юзал, и после этого делал на него обзоры. Я никогда не запихиваю в топ то, что я не видел или не тестил. Подскажи, хотя бы там, не знаю, неделю, как некоторые 10 посылок распаковали, я там 20 минут послушал это, то повертел в этом в руках, это днище, потому что все говорят, что это не днище, это там не днище и т.д. и т.п. Ну, так не делается. Нужно делать обзор на девайс, ну, опять же, мое мнение, делаешь обзор на девайс, потом топы этих девайсов. Сделал обзор, там, не знаю, единственное, кроссовки. Кроссовки я выбираю те, что мне нравятся, и поэтому чаще всего у меня там обзоров штук 10, а топов кроссовок 5. А обзоров на наушники, по-моему, больше сотни точно. И топа 3, по-моему. И опять же, я стараюсь наушники покупать все-таки те, что вам будут интересны, те, что заведомо хорошие. То, что они оказываются плохими, допустим, как Blitzwolf, вот эти. Syllable S, что там? Точнее, FIA 8. Ну, днище. Днище. Постарался рассказать, что аккуратно, что это плохие уши. Но большинству было интересно. 10 тысяч человек посмотрело. Будет ли обновление топа ТВС? Однозначно, Егор, скоро будет топ ТВС по звуку на следующей неделе. ТВС какие взять до 30 баксов? Я бы взял либо Syllable S101, если вас интересует исключительно басы и автономность. Если вас интересует звук, я бы взял Halo GT2. Та-да! Ты бегаешь сейчас, если да, то в каких кроссовках? Иногда в Соломонах зимних, потому что у меня снежок. С какими наухами ходить? Федя, вам решать. 100 обзоров на канале по ушам и, наверное, 4 обзора или 5 топов в топ-10. Можете выбрать, что вам нужно. Микрофон. Не бывает идеальных наушников. Либо микрофон, либо автономность. Либо вот AirPods, если у вас яблочный девайс, 5 часов автономности, это норм. Хороший микрофон, но там нет басов, это вкладыши. Они есть, но для подростков, допустим, считайте, что их нет. Потому что вам же нужно, чтобы у вас мозг в кашу превращался низкими частотами. Drum and Bass, синфазно, 2 половинки работают, и всем хорошо, да? А с какими ТТТ? Некоторые пейсы в воду можно, нет, не можно. Мне 3 раза было можно, на 4-й раз бассейн было уже не можно. Фрум, ладно, насчет тона наушников. Вы меня прям убиваете. Это не все наушники. Это то, что мне вот нужно сейчас послушать, чтобы сделать топ-10 на канале. Это не все. Это вот часть. Вопросы есть? Давайте еще раз спросите, а ты их продаешь или нет? О боже, Фрум, я же не просто так говорю, посмотрите стримы, там есть стримы с там сотней ушей, там, не знаю, ну не сотни, но, наверное, 40 там есть в пакете, наверное, не знаю, штук 70. Потому что очень много ушей я не обозреваю, то есть если они полный хлам, вот, то я стараюсь о них не рассказывать. Не забываем прожать лайк, кому понравился пакет с наушниками, потому что все-таки мне кажется, это тема. А когда-нибудь я сделаю... Когда у меня будет красивый пол, я разложу их и на стриме расскажу о каждых быстро, там 100 пар наушников, о каждом по минуте, допустим. FreeBuds Air еще не пришли, но скоро. Пакет класс. Максим, у меня есть еще коробка, но она здесь не поместится. Дальше, когда обзор на... не смешно, Сергей. Если вы хотите сделать этот обзор, вы можете его сделать. Как вам Honor 9X? Никак, я не тестировал его. Есть ли в природе вообще беспроводные многоканальные наушники для стриминга игр с голосовым чатом со смарт, чтобы на стриме слышали и люди в игре? Думаю, может быть, OnePlus Bullets 2 осилит, но я не уверен, Джонни. Посоветуй беспроводную колонку, пожалуйста. Это скорее вот на таком специфическом стримерском форуме спросите. Беспроводные колонки Святослав хорошие у JBL и неплохие у Трансмарта. Некоторые модели, посмотрите, особенно какая-нибудь супер популярная T6. Чемодан наушников, блин, к такому пакету идут дополнительные уши, если да, то сколько? Капитан, еще раз, у меня есть еще коробка наушников, это я из коробки выбрал то, что нужно послушать еще раз для того, чтобы сделать топ-10 ушей, вот. FreeBuds 3 мне норм, кстати, да, вот всякие там FreeBuds, Huawei, вот это у меня вот здесь лежит, это так вот, это из разряда того, что давай еще раз вспомним. То есть, если мне сейчас по комнате начать ползать, я, наверное, еще коробку наберу.
Данила, еще раз будешь спамить, забаню по одному сообщению. Спасибо, что пишете. Не забываем прожать лайк. Может быть, 4 сотни наберем. Кроссовок Xiaomi до 1000 рублей с Али. Артем, у меня есть такие, не знаю, что о них рассказать пока. Когда будешь светить лицом, сделай ангелочком в наушниках. Нет, Егор, я слишком старый для всего этого. Я не буду светить, я буду, наверное, может быть, я сделаю польза ньюс, не знаю. Может, если сейчас кто-то не услышит и не сделает тоже еще один стрим. Канал Польза Ньюс. Мне не важно, если честно, какое-нибудь название придумаю. Вам интересны будут новости от меня? Сформулирую так. То есть у меня сейчас мини-ломка, я хочу что-то нового, но и точно будет в июне новое, и не только это, но вот, допустим, оформление мне сейчас делает девушка, я ее попросил, понятно, не бесплатно, но вот делает. Новости не очень, ну да. Делай обзоры на приложения. Айфоны настоящие, ну да. Как понять не настоящие? У меня есть обзор на них. А как можно не настоящие айфоны на 100-тысячном канале увидеть? Это, мне кажется, совсем уж дичь. Будешь ли делать обзор на ТВС Pixel Buds после выхода? У меня они в каждом обзоре есть практически. Я к ним наушники подключаю по AAC. Об этом чуть позже. Будешь делать обзор на Pixel Buds? Не факт, что я смогу их Delete купить. Постараюсь. Если такие часто, так как обзоры. Да. Лайк прожал, может вопрос был, но с чего стрим? Новости, смотря какая подача, вполне. С чего стрим? OnePlus 7T Pro, как всегда, классические. Кстати, я не знаю, с мобильного интернета или нет. Нет, не с мобильного, сразу с Wi-Fi. Ты же техноблогер, ну или находишься в этой нише, новости надо делать, но в своей манере и со своей особенной изюминкой. Павел, постараюсь. Саня, за последнюю неделю тебе отправляют заказы с материкового Китая. Бука, да. Притом часто. Goodyear, Amazfit, кроссы, как долго протектор прожил? Я отдал товарищу, еще живые. Саша, закажи Anker Soundcore 2 уже. Хай, здорово, Just. Извини, задаю вопрос второй раз, но каких блогеров ты смотришь? Женщину, которая о политике рассказывает, Шульман, смотрю иногда. Смотрю иногда Андроньюз, но перестал смотреть, мне кажется, у него чуть-чуть агония. И он очень много врет, по моему мнению. Опять же, по моим оценкам тех девайсов, которые я получаю в ручке и получает в ручке он. Вилсу иногда, где девушка рассказывает первые 5-7 минут, потом я вижу, как они гонят по поводу той же статистики и выключаю. И, в принципе, все. У меня нет особо много времени, чтобы кого-то смотреть. Я максимум читаю какую-то техническую литературу по девайсам, которые я тестирую. Вот, допустим, сегодня я рассказал про пылесос. Чтобы в нем разобраться, тупо мне понадобилось часа полтора. То есть протестировать, разобраться, зарядить. Опять же, зарядить я его даже полностью не успел, на 5 часов. Вчера то же самое еще потратил на это время. Очень много времени уходит на работу, на семью. Вот. Так что блогинг — это не основная, наверное, даже часть. Будут ли обзоры Bluetooth колонок? Да, были. Нет, не смотрю студию. Goodyear, мне кажется, это чуть-чуть другой формат. Привет, Саш, ты чего по поводу кроссовок Xiaomi до 1000 рублей с Али? Я могу РТ посмотреть вместо него, примерно тот же эффект. Xiaomi до 1000 рублей с Алиэкспресса. Еще раз повторяю, Артем, у меня одни есть, я не знаю, что о них рассказать пока. Какой Powerbank посоветуешь? Есть на канале Powerbank, топ-5 я пока не делал, планирую, наверное, сделать. Все они более-менее хорошие, посмотрите, но это тоже всегда лотерея. Хочу попробовать iPhone после Android. Пожалуйста, какой iPhone взять? Смотря сколько у вас денег, Майкл. Политика, за Навального или Путина? Джонни, ни за того, ни за другого, шах и мат. Ваше мнение о старичках Фея 4? Я люблю свою страну, ТЧК. Ваше мнение о старичках Фея 4 в сравнении с девятыми, насколько лучше, хуже? Девятые рядом не валялись, ТЧК. Получается работать с брендами? Нет, Николай, честно пишу им. Пишу вообще всем. Меня даже MSFIT послали. То есть, если вам интересно, MSFIT мне написали, в общем, проще говоря, написали нет. Чувак, мы с тобой работать не будем, потому что посмотрите мой последний обзор на их продукцию и все. Михаил, еще раз отвечаю, что нет. Потому что это, говорю, какой РТ. Если хочешь негатива, включи ОРТ или вот его. Что за лампа дает классную атмосферу? Это Лофи, стоит космос. Есть аналоги, наверное, у того же, но это типа Xiaomi, а-ля Xiaomi. Один из суббрендов, ничего космического в них нет, они не стоят столько. Так, Александр, голосового помощника, спасибо за донат. Я ничего не понял, кто это и за что. Про голосового помощника были, ничего не понял. Сергей, еще раз напишите. Powerbank Xiaomi фабричный, как качество? Хорошее.
Опять же, я читал, что, во-первых, их подделывают, во-вторых, помимо брака есть еще чертова туча проблем у людей. Я выгружаю то, что мне приходит. Опять же, по банкам мне никто не посылал. Базеус мне посылали банку, я их хотел захейтить, но банка оказалась нормальной, можете тоже посмотреть на канале Xiaomi. Мне ничего, вообще за всю историю Xiaomi они мне ничего не высылали. И да, я этому расстроен по этому поводу. Во всяком случае, часы я бы покупал. Я бы даже покупал у них просто в череде первых, потому что понятно, что любой блогер, он цепляет основную аудиторию только если рассказывает первым. Ввиду того, что я живу в дыре, в лесу, я первым рассказать не могу никак, даже если мне друзья с Китая посылают. Вот. Пробовал Google Pixel какого-нибудь поколения? Нет, но отзывы прям феерично хорошие. Друзья, на канале Мата нет рекламы. Да, пока нет ни того, ни другого. После Вилса взял лампу. У Вилса не было такой. У него с чего? Посмотрите, у меня обзор, мне кажется, даже если у него была, раньше был. 2 рубаса. Уж Вилса бы меня точно не убедил ее покупать за 2000 рублей. Весы оранжевые Unweight. Если какие-то девайсы заинтересуют, напишите в комментариях под стримом. Я после стрима посмотрю и скину вам ссылки. Ну точно не на айфоны. Xiaomi Redmi Note 8T норм или нет до 13? Егор, я их не тестил. Его, думаю, норм. T-Rex куда делал? Оно живо еще. Так, Юрий, вы не поняли? Я же вам показал на обзоре, что им хана. Куда дело? Они валяются где-то дома. Где-то дома. У меня есть тоже ящик под часы. Иногда, когда тема часы, я его достаю. Будешь покупать Galaxy Buds Plus и Oppo Encha Free. По-моему, Oppo я купил. Oppo купил, я нашел где купить. Galaxy Buds Plus не купил пока. Но вы прикиньте, сделал я про Galaxy Buds первые наушники. Кто-то из вас, может быть, смотрел. Как вы думаете, сколько людей из 20 тысяч после этого на меня подписались? Минус 143 человека, это учитывая, что кто-то подписался. То есть у меня ушло человек 300. Вам не нужно мое мнение, вам нужно, что если вы купили этот девайс, я скажу, круть. Galaxy Buds говно, дно, не знаю как по-другому. Вы посмотрите на их звуковод, 1,5 миллиметра в резинках. То есть получается они как будто костные. То есть они резинками вам звук передают. Понятно, что 25% это надкосница мужикам передает конкретно звуки все. 75 в ушной канал. Но чтобы вы понимали, на пальцах это днище не может отлично играть по определению. Есть накладные, они топ играют, затычки, но чем больше звуковод, чем лучше он грамотнее сделан, чем он шире, тем лучше у нас звучание с хорошими амбушюрами. Но когда мы из звуковода оставляем 1,5 миллиметра, можете, не знаю, можно сыграть в совсем идиотов и сделать вид, что мы не учили по физике вообще ничего. Galaxy Buds не могут быть хороши. Они могут купить АКГ, нарисовать на себе АКГ на коробочке и продавать всем: «О, мы АКГ, мы прям супер». Вот. Sound by АКГ. Я их специально переслушиваю, желтенький у меня еще есть. Днище. Днище. Мое мнение, надеюсь, это никого не обижает, потому что, опять же, вот я купил iPhone, я считаю себя дураком. Почему? Потому что первое, что когда супруга получила его в руки, она сказала, чего он такой тяжелый. То же самое она сказала про часы. Но если айфоном она пользуется, то часами она не пользуется вообще. Как бы так. Не забываем прожать лайк. За разочарование Galaxy Buds Plus, наверное, расскажу. Что, если спрашиваете, чего. Минус 200 человек еще с канала, но расскажу. Но попозже, когда их можно будет купить, потому что я их пытался уже купить, их пока нет. Они с телефонами в подарок дают, но телефон самсунговский ради этого я покупать не собираюсь. Дальше. Какие беспроводные наушники лучше для рока? Я уже говорил, что Silo BLS-101, но опять же это не для каких-то супер аудиофилов. Почему? Потому что там довольно банальное звучание. В плане чего? В плане много-много баса и в принципе больше ничего. Та-да! К вопросу, покупаю все уши, что попросили. Последнее время на главной Али постоянно ТВСки Blue Dio с подозрительно низкой ценой. Море, горячие товары — это то место, где вы можете найти все, весь хлам, либо место, где люди очень сильно конкурируют, потому что это дело закупили. Допустим, у MS-фитов часто бывает, они там закупили их 100 тысяч, а люди не покупают, и магазины, конкурируя, пытаются выкинуть и подешевле продать. Но с Blue Dio у меня отношение простое — хлам. У меня было 2 пары ушей от них, и те, и другие сломались. Тратить свое и ваше время на них я не стал, и по поводу этого на каждый стрим вспоминаю. Потому что кто-то про них вспоминает, например, ты. iPhone 11 или 11 Pro, стоит ли переплачивать? Думаю, нет.
Привет, закажи уже серебряную кнопку YouTube. Хватит хлам покупать. Алекс, кнопка для слабаков. А так я вроде безликий вообще по полной программе. Ты ощущаешь, у меня толком эго нет. Единственное, лайки, други. Давайте 4 сотни сегодня наберем. Понятно, это сложно, учитывая особенность трансляции. Понятно, что есть фанаты Apple, которые не хотят ставить лайки под таким названием видосика. Но я вас верю. Я вас верю, потому что у каждого должно быть свое мнение. Мне кажется, неплохо услышать его. Я бы был рад услышать мнение человека, который попытался бы меня переубедить и сказать, что яблоко это топ, даже за 130 кусков, даже с 12-мегапиксельной камерой, даже с автономностью в одни сутки. Почему? Потому что яблоко там нарисовано. Там, кстати, нарисовано яблоко. Да, нарисовано. Здесь тоже есть яблоко, поэтому они стоят 35 кусков, и раз в сутки их нужно заряжать. Магия цифр. Какие беспроводные наушники до 3500 могу посоветовать? Егор, КЗшки, можете посмотреть на канале. Терминаторы. Привет, AirPods Pro 2 заказал, правильно сделал? Думаю, да, если у вас первые были, или тем более, если у вас iPhone. Наушники Sony 1000XM говорят, что звучат лучше, чем AirPods Pro. Вообще все, что угодно, Платон, звучит лучше, чем AirPods Pro. С чего вы решили, что AirPods Pro это идеальное звучание? Там фишки совсем другие. То есть это гибрид между затычками и вкладышами. И к чему я это хочу сказать, что лучше них звучит просто чертова туча наушников. У меня есть топ-10, и скоро будет еще топ-10 по звучанию. Вот в топ-10 по звучанию их не будет точно. И вы даже блогеров, которые делают деньги на AirPods Pro, ну, на яблоке, которые большие, вы, по-моему, не найдете тех, что скажут, это топовое звучание. Здесь не топовое звучание, здесь абсолютно другая фишка. Вы платите 20 кусков даже не за бренд, вы платите за довольно неплохой шумодав. Вот шумодав, да, и очень хорошо они выглядят, по мне, относительно того, что есть. В комментах к TicPods Pro говорили про странность управления кивками. Можете ли использовать голосового помощника? Сергей, TicPods 2 можно использовать голосового помощника, я их не советую, поэтому не знаю, зачем мне про них рассказывать дополнительно. На ботинки от Xiaomi обзоры будут? Будут, наверное, если надо. Смартфон Sony стоит столько же, сколько Apple, но их никто не покупает. Да. Нет, почему? Sony покупают смарты, просто мало людей, и все их очень сильно нахваливают потом. К Базеусу в негативе был, но пару раз они тебя приятно удивительны. А мне просто любопытно, как ты их захейтишь, ну или попытаешься. А кого мне надо хейтить? Так а что Базеус хейтить? Я не беру их колонки, я считаю, что у них они хлам. Что я еще не беру? Мне не нравится Угрин. Вы, по-моему, перепутали. Базеус мне просто, в принципе, не особо нравился внешне. Потому что у меня даже ручка, которую я использую практически во всех моих стримовских обзорах, такая, которую я тыкаю, она как раз базеусовская. Та-да! Так, какие ТВС наушники взять до 12 тысяч? Если вкладыши Vivo TVS, если у вас iPhone, Apple AirPods, если нет, смотрите топ-10 на канале, не забываем прожать лайк. Дальше, Huawei FreeBuds 3, если у вас Huawei, будет отличным выбором. Blue Dio. Да я понял, Blue Dio. Мора, ты решил меня из Мора взять? Почему Green? Хорошая фирма. Ну, каждый пусть останется при своем мнении. Ромбика, будешь делать обзор? Павел, Ромбика мне писали, я им написал тоже то, что думаю о их фирме, мне они не нравятся. Вот, кратко, если. Да. Meizu Pop 2 или Mi Fold O5 Pro? Однозначно Mi Fold O5 Pro, хотя Pop 2 лучше воспроизводит те же высокие и автономность, и вообще у них брака очень много, и недостаточно они громкие. Хотя многие мне пишут, что я на стримах говорю, что Mi Fold 2 недостаточно громкие, у них они качают. Может быть, я с такими телефонами тестировал, либо они какие-то новые сейчас стали выпускать. Уточните это дело, если вы уверены, что звучание вам подойдет, очень удобные и красивые наушники. Вкладыши до 4000, топ-10 на канале. Какие, если на шнурке, однозначно Bullets 2. Какие уши посоветуешь для Samsung? Очень важен микрофон. Для Samsung точно не Galaxy Buds, а так выбирать из топ-5 на канале по микрофону. Vivo TVS из вкладыша неплохой микрофон. Скоро новые OnePlus, будешь брать какой-то? Не сейчас. Если вы думаете, что я так легко могу пойти, вот, допустим, Huawei P30 Pro, он сейчас с ракет. Вот его я, наверное, возьму все-таки. А если брать топовые OnePlus, ну вот купил я за 45 OnePlus 7T Pro. Но я не дико рад. Рад относительно дико, но Huawei я был рад больше. Зарплаты там позволяют огрызки покупать.
Яблоко это топ, но только в Штатах. Да, у Штатов продавец получает так, что у него в конце можно купить яблок. Во-первых. Во-вторых, вы все время забываете, что американцы, допустим, как и европейцы, они живут в долг. Ну, к сожалению, у меня даже очень много знакомых иностранцев. Чтобы вы понимали, у них даже отрицательные ипотечные кредиты есть. У них ипотечные кредиты в Европе и Америке есть отрицательные. То есть ты берешь миллион, а возвращать тебе 900 тысяч. И если вы думаете, что это бред, можете почитать новости, можете почитать форумы. У них совсем другая жизнь. Никакой американец не был бы настолько идиотом, чтобы брать кредит, как я, допустим, брал под 17% годовых ипотеку. Они бы сказали, ты, блин, больной, крейзи, там, жить на дошираках фигово тучу лет и выплачивать чертову тучу денег банков. Там такого нет. Вот, и поэтому телефоны они, когда покупают, допустим, их, по-моему, $200 за них платят, допустим, и остальную сумму они оплачивают как бы за связь. Вот. То есть оплачивают там, допустим, $100 в месяц, они платят параллельно за связь и за телефон. Посоветую полноразмерные уши с хорошим звуком. Если дешево, Mixsider E7. Что используешь для выбора победителей? Рандомайзер Федя. Можете посмотреть стримы с розыгрышами. Так я тебе говорил про сравнение шумодава Sony и Apple. Ну, там нечего сравнивать. У Sony затычки такие, что они на пол мозга, мне кажется, заходят. Раз и два, они закрывают полуха Платона. Дело в том, что там пассивный шумодав круче в 10 тысяч раз. А по активному, я не знаю, у меня супруга пользуется, я тоже слушал. Довольно неплохой у Яблока, но вы меня заинтриговали, наверное, да. Ради этого стоит Соньку купить. Не забываем прожать лайк, может быть 3 сотни наберем, будет круто. Все-таки уже час стримим. Что используешь для выбора победителя? Ответил, будешь ли снимать обзор на наушники JBL? Нет. Использовал ли Marshall Major 2? Да, в магазине неудобные, мне лично. Большинству удобные. Ну, не большинство, а опять же, накладные наушники, приходите в тот же видео, либо еще что-то подобное, и стараетесь там послушать. Когда вы послушаете и поймете, что вам на голове это дело сидит удобно, то круть. Мне на голове очень удобно сидят вот эти уши. Это Meizu HD60. С Meizu у меня вообще негативное отношение по многим причинам, но вот эти уши конкретно у них мне понравились. Про их телефоны я принципиально не рассказываю. Почему? Может быть, буду когда-нибудь рассказывать, но мне их поддержка, вот у меня друг ими пользовался, мейзовскими, и я все время издевался над ним, даже когда я не был блогером. И поэтому у меня к ним предубеждение, наверное. В какой сфере трудишься? Инженер. Павел. Купи Samsung S20 Ultra, он довольно хайповый. Я подумаю. Плойки нет. Попробую последний раз. Если Honor P20 Pro, имеет смысл менять на новый Samsung S Plus. Условно продав Honor за 20 и доплатить 20, если в наличии Huawei GT2 и FreeBuds 3. Однозначно нет. Какую программу используешь для монтажа? EDAB. Привет, стоит ли покупать Amazfit GTS? Ну, вы придите в магазин, примерьте и решите. Так можете посмотреть, у меня там обзоров 7 на них, наверное, со стримами. Что скажешь о смартах MBC и какие наушники посоветуешь к ним? Я не знаю, что это за смартфоны. У меня Marshall Major 2 Bluetooth. Первую неделю давят на уши очень сильно, а после привыкаешь. Но уши будут натерты. Never delete. А смысл покупать наушники, чтобы потом что-то терпеть? Я поэтому и говорю, что у каждого своя голова. Не в плане интеллекта, а в плане того, что мы физиологически разные. То есть, если, допустим, я люблю бегать в Mizuno в Wave Rider, а мой товарищ просто не может не бегать в Пегасах, а еще один товарищ, он бегает только в Вайсексах. То есть, ему Nike не подходит. А одна подруга, у нее такое строение стопы, что она может даже ходить только в New Balance. Я не знаю, вот у них до такой степени разная обувь. Хотя, по большому счету, ничего космического в этом деле нет. Но опять же, когда ты наворачиваешь несколько сотен километров в месяц, то, это скорее всего важно. У меня половина друзей в Штаты переехали, там реально кредиты на кредиты и сверху кредиты, но проценты мизерные, поэтому жить можно. И социалка работает норм, даже еду бесплатную можно набирать. Но медицина социальная. Да ладно, привет. Спасибо за донат. Ты мой второй донат, до этого был 40 рублей. Давно не было. Инженер в строительстве или в другой сфере? Радиоэлектронные средства. Что лучше, Earbuds или FlyPods Lite? Я не знаю, что за Earbuds. FlyPods Lite норм. Что лучше, сенсорное управление ушами или механическое? Для меня механика. Hello GT2 или QCY T5?
А вот это только внешний вид, я считаю. У QCY T5 очень много подделок. Если Halo сейчас еще не подделывают толком, то QCY подделывают прямо люто. И я бы сказал, что это довольно печальная практика. Почему? Потому что даже с официального магазина, если почитать отзывы, людям приходит не только брак, но и фейки. Я заказал в январе телефон в официальном магазине Xiaomi. Его до сих пор не отправили, отменять ли заказ. Федя, а что вы подразумеваете под официальным магазином? То есть Xiaomi Official, Xiaomi Dictric, у Xiaomi просто чертова туча различных магазов. И даже в России то, что является, по мнению большинства, официальными магазинами, допустим, есть сеть Rumicom. Как вы думаете, это официалы? Я вам отвечу сразу нет. Как относится к Тинькофф? Плохо. Я вообще ко всем этим штукам отношусь плохо. Упаковка, я очень рад, что мы с тобой одинакового мнения по поводу этих ушей. Я же говорил. Вот. Ну, вообще, я без шуток рад, что человек из темы этой социально-интернетовской согласен со мной, что хоть в чем-то согласен. Подгон от блогера блогеру. Джонни, да. Какие уши для Redmi Note 8 Pro лучше? Там вроде кодек LDAC, не пробовал, как по звуку этот кодек. Там с чего? LDAC это, ну, опять же, вне системы. Если слушать вот что-то в таком формате, с такими кодеками, лучше слушать это через вот такие вот плееры фиевские, ну, на крайняк там за 1006, либо LG-шные смарты, либо что-то подобное. То есть вы должны четко понимать, что это не то. То есть это реально не то, что вы ожидаете. Если вы видите aptX, это не значит, что кодек AAC в ваших ушах будет хуже. То есть вы послушаете что-то по кодеку AAC, послушаете что-то по кодеку aptX, и в итоге вы получите что? Одно и то же, для вас опять же. Это раз, а два, к чему это все? К тому, что очень сильно многое зависит от того, какой вы файл будете использовать. Смысл слушать что-то по aptX и LDAC, это начиная с файлов FLAC. Файлы FLAC, то, что вы скачаете в торрентах, они не такие, которые вы купите. А готовы ли вы покупать музыку, это уже вопрос дня. Дал послушать своему коллеге, он понял, почему я Galaxy Buds так ненавижу. Обычные Halo за $20 уделывают Samsung. Паковка отлично, потому что после того, как я сказал, что Buds говно, очень много людей от меня отписалось. Видишь, номер 2, где я с тобой, точнее ты со мной согласен, если правильно так сказать. Samsung Watch Active хороший, не тестил. Почему? Потому что дороговато. Я потестил Huawei Watch GT 2. Вот. Наверное, Samsung тоже возьму, но вы Samsung можете так же, как Huawei, прийти в магазин, надеть на руку и потыкать, и все. То есть, по большому счету, это такие часики не для спорта. Это часики для повседневной жизнедеятельности. Вот то же самое с Apple Watch. Вы приходите, примеряете их на руку, понимаете, что они тяжелые, что они неудобные, либо они вам конкретно подошли, вы понимаете, что их нужно заряжать каждый день, понимаете, что они подходят к вашему яблочному телефону, и вот нужны они вам, чтобы раз в день не забывать их заряжать, окей, вы берете их и все. А по поводу Samsung то же самое, то есть их на стендах море. Это не мосфиты, которые не везде продаются. Опять же, мне кажется, что скоро они будут продаваться везде. За 9T Pro плюс ок. Один из полезнейших твоих стримов был про ремешки, кстати. На неделе доехали Липучковый, доволен был как слон. Море, ну, я считаю, что это больше... Как это? А зачем ты удалил? Я рад, что тебе подошел стрим про ремешки, потому что он был, по-моему, самый бесполезный на канале. Польза нет. Я увидел на твоих стримах уже 3 ютубера. Мне кажется, не все. Я не знаю. Я знаю вот распаковку, я знаю. Вот. Как бы так. И нет, я не красавчик. Просто моя реклама никому не нужна. Ну реально, как-то я не знаю. Я говорю, я пишу производителям. И Sony я писал, и Huawei я писал. Не впился я им со своим форматом. Может быть, когда-нибудь, но я вам сообщу. Мне кажется, я на каком-нибудь стриме буду вот так кричать. Я с кем-то договорился, да. Удачи тебе. Callful News, спасибо. Кодек HWA в фрибатсах вот такой. Вот просто вот такой ищ. Я вообще не врубаюсь, зачем в Apple Watch слежение за сном. Да, вообще, вот это просто дичь.
Ну, не, сутки это дичь. Вот было бы хотя бы двое суток, трое суток, как правильно говорят, в Apple Watch 3 у кого-то они живут трое суток, я уверен. Но вот пятый это жесть. Так, ты неправильно меня понял. Я имел в виду, будут ли обзоры в ближайшее время на шнурок КЗ. Алексей, я купил недавно, не недавно, а давным-давно заушины на КЗ. И никак у меня не дошли руки для того, чтобы о них рассказать. А шнурок покупать это еще более узкая тема. Я не знаю зачем. То есть, если брать шнурок, то я бы выбрал OnePlus 7, ну, эти, Bullets 2 от OnePlus. И сравнивать с чем-то Bullets 2, ну, я не очень хочу. То есть, вы предлагаете на шнурок повесить КЗ-шные наушники, те же терминаторы, и сказать, что вот Bullets лучше. Я уверен, что Bullets для меня конкретно будут лучше. Дальше. Привет, здорово, Атом. Блин, ломаюсь между выбором Vivo TVS или Huawei Buds 3. По твоему мнению, что лучше? По звучанию лучше Vivo TVS, по количеству функций лучше Huawei FreeBuds 3. Особенно Олив, если у вас Huawei-вский телефон или Honor-овский, наверное, все-таки нужно брать Huawei. Не сильно они выигрывают, не до такой степени. Мне не нравится 4 часа автономности у Huawei, потому что у Vivo пятерка. Китайцы на Алиэкспрессе творят, берут без спроса мои видосы, и не только мои, втыкают в описание. Ты можешь, Паковка, совершенно свободно написать в администрацию Алишки и удалять. Я тоже очумел от этого. Я думал, подговоренности. Зачем в Apple Watch слежение за сном? За сном следить нужно по-любому. Понял, спасибо за ответ. Пожалуйста. В суд на китайцев? Да нет, им все равно. GTR, GTS. Они одинаковая упаковка. Одни квадратные, другие круглые. Внутрянка одна и та же. Apple Watch жили дольше. Нужно выключить функцию поднести и говорить. Артем, ну серьезно, а еще что выключить? Здравствуйте, Александр. Когда обзор на сборку компьютерной, которую планировали? Данила, я не знаю. Я не знаю, как это все обыграть. То есть, сформулирую проще, он не такой эпичный, как мне показалось с первого раза. То есть, да, рендерит он отлично, допустим, 10-минутные видосы в качестве 4К, он при 60 FPS, он рендерит, ну не соврать, минут 30. Это очень круто по моим меркам. Но, наверное, на этом его эпичность и заканчивается. Не забываем, кстати, прожать лайк за труды и написать в комментариях, что еще попытаться купить на обзор. Я постараюсь до десятки что-то. Потому что все наушники, по-моему, в районе десятки я уже купил. Когда обзор на сборку уже ответил, у меня в стране недавно один магазин очень интересные скидки делал. Например, AirPods 2 можно было купить за 10 500. Ну вот, чтобы вы понимали, Платон, в России их тоже можно купить сейчас за 9 900. Ой, 10 900, можно, наверное, в районе 9,5 тысяч, но кейс будет без зарядки. Вот. Чем тебе iPhone не нравится, Иван? Ценой в первую очередь. Ценой, функционалом, челкой, много чем. У меня есть обзор на канале по поводу того, чем мне не нравится конкретно этот телефон. 7 Plus мне нравится. Обзора я на него не делал. Супруга проходила, по-моему, года 3 с ним. Или 4. Я уже не помню. Очень долго проходила. Хороший очень телефон. Вот это, учитывая цену, плохой телефон. Потому что, когда супруга его получила в руки, она сказала, почему он такой тяжелый. Но она его использует. А когда она получила Apple Watch 5, она сказала, почему они такие тяжелые. И я ей сказал, что нужно их будет заряжать каждый день, она ими не пользуется. Я ее обязательно уговорю, чтобы она начала ими пользоваться, потому что мне по-любому нужно делать на них обзор. Иначе 35 тысяч рублей я просто выкинул. Погоди, сейчас тебя тоже будут брать. Мои видео сволочи из Инстаграма подставляют под свои товары. А у меня нет в Инсте видосов, видишь? Прям вот так? Вообще шикардос. Ну посмотрю, я так не думаю. Я знаю, почему они это делают. Если захочешь, расскажу. Могу на стриме рассказать, но это больше такая блогерская тема, и она, я думаю, уже до тебя докатилась. Думаю, догадываешься, 20 числа, что случилось на Алике. Не успел на стрим, теперь смотрю сначала. В итоге не могу писать комментарии по духу, по делу. Да все норм, Ильдар, у нас уже свободная тема. Не забываем прожать лайк. 200 человек это круть. Привет всем, посоветуйте наушники до 50 баксов с хорошим микрофоном, желательно с шумодавом. Шумодав будет только пассивный, Нерсес. Как вы посмотрите некоторые обзоры грамотные, они говорят, шумодав в наушниках есть, но чаще всего шумодав в наушники ставят CVC. Это что значит? Это шумодав при разговоре. То есть он давит внешние помехи, чтобы ваш собеседник слышал вас хорошо.
А активный шумодав в ушах-затычках, а он начинается, наверное, от 1008. Можете меня кто-нибудь поправить, но я, если честно, Huawei FreeBuds 3, у Sonic 1000 есть, у Apple вторых прошек есть и еще у кого-то. Ну, по-моему, вот у этих трех я знаю, только прям такой рабочий. Я вон страйков отбивался недавно, кое-как прилетели жалобы. Кое от кого прилетели жалобы. Паковка, ну точно не от меня, скорее всего от Apple, да? Я не буду тыкать пальцем, но мне они тоже прилетели. Ну, если тебе от Apple. Какие сейчас самые топовые беспроводные уши без осмотра на цену? Брам-бам-бам-бам-бам. Соньки накладные. Так, летом упаривался на автономность бипов. Устанавливаются стойкие глубокие циферблаты, включаются отслеживание пульса. Ну, бипы и на то и есть и бипы, поэтому их можно за 3000 рублей купить, и 40 дней у них автономность. Польза, давай на стриме про Али расскажи, что случилось 20-го. Да ничего, они чуть-чуть политику поменяли. Проще говоря, Алиэкспресс послал, перестает себя развивать, он послал продавцов. Вот, и теперь продавцы должны посылать себя сами, поэтому вы, может быть, упаковка, как сейчас сказал, что будете видеть наши обзоры у себя на страницах у продавцов. То есть, проще говоря, Алиэкспресс перестанет себя рекламировать. Вот, перестал. И сказал, что продавцам, если хотите рекламировать площадку, рекламируйте ее сами, если на пальцах. Стоит ли покупать свисток Meizu Pro? Нет, мне он не понравился. Закупался когда-нибудь ли в DNS? Да, частично. Но это потому, что я живу в очень отдаленном регионе, и здесь есть DNS. А так я покупал на Озоне и в DNS. Стоит ли брать iPhone 7 Plus? Клей, а оно вам надо, вы OnePlus 7T Pro можете купить на эти деньги. Дальше. Александр, можете подсказать бюджетную сборку для игрового компьютера по комплектующим? Да, потом Данила. А бюджетная это какая цена? MacBook'ом каким-нибудь пользовался? Платон нет. У меня есть мысль купить MacBook, но потратить 200 тысяч для того, чтобы попробовать, смогу ли я монтировать в Final Cut, я не уверен, что я смогу. Отличный шумодав у Sonic тысячных. Я взял себе месяц назад, и они по звуку просто рвут AirPods Pro. И, кстати, дешевле. Нет, по звуку я уверен, что они прошки вообще не топ. Но минус есть в прозрачном режиме. В машине, когда за рулем, звука как из трубы. У Apple лучше прозрачный режим. У Sonic габаритные. Вот прям габаритные. Но у них пассивный просто шумодав жесткий. Поэтому прозрачный режим, мне кажется, у них не сделаешь более-менее топово. Соньки большие в плане наклада. Ну, о чем я и говорю. Но мне придется их по-любому купить, чтобы на канале были, потому что про них часто спрашивают. Дальше. Каково ваше личное мнение о Xiaomi AirDots Pro? Так, у меня было личное мнение на канале в обзоре. Мистер Н, если важна защита, то BIP. BIP Lite, если важна водозащита, есть у BIP Lite. Лучшее, чем у обычных бипов, но у них нет GPS. Если годный смартфон до 15 тысяч, выбираю для племянницы. OnePlus 7T Pro дороговат. До 15 тысяч вы можете просто море телефонов, начиная от Huawei, Samsung, Xiaomi 8T, и просто море телефонов купить. Посмотрите, что вам больше, скажем так, понравится в магазине. Потом идите на Алиэкспресс и на Тмоле купите что-то дешевле. Буду ли я снимать про Blitzwolf опять? Михаил, меня, скажем так, добили, да. Добили, я знаю, что у них чертова туча брака, я знаю, что у них много косяков в звучании. Вот, и по этой причине, потому что у меня на каждом стриме человек 30 про них спрашивает, я буду о них рассказывать. Какую музыку слушаю? Слушаю Аврил Лавин, слушаю Адель. Опять же, чтобы сравнить, как вообще все это звучит. Монеточку с ее высокими частотами. Рамштайн, Металлику, РХЧП и еще много чего из 90-х. BIP Lite водозащита хороша, да. Какие ТВС наушники взять? Какие ТВС наушники взять? Есть топ-10 на канале, смотря какая у вас сумма на руках. Если у вас все по беспределу, вон берите Соньки. Но опять же нужно понимать, что внешний вид у них не особо. ВК написал Леон, окей. Лично мне был бы интересен обзор на арматурные уши. Обе модели до 10К. Рондос, они беспроводные. Друг недавно купил iPhone 11, ему не понравилось то, что, правда, огромные рамки, нельзя настроить телефон под себя. Да вообще косяков очень-очень много. Так, какой следующий флагман на канале? Джонни, на какой мне денег хватит? Вот OnePlus 7
точнее 11 Pro Max я купил супруге, и я не знаю, что я себе куплю. Я хотел купить сначала Samsung, потом подумал, ну мне этот 100-крантный Ipson вообще не нужен, раз. 100 тысяч, ну жалко мне для обзора 100 тысяч, хоть убейте. Скидку мне никто не даст, поэтому у меня внутри дилемма. Плюс я не особо по телефонам, про телефоны у меня не особо много кто смотрит. У меня, мне кажется, больше смотрят про какой-нибудь пылесос. Для справки, сегодня я про один из таких пылесосов выгрузил обзор на канале. Там все печально, но может вы посмотрите, когда закончится стрим, и будет не так все печально. Сегодня стрим на OnePlus 7T Pro, да, норм, кстати, бука. Мне Blitzwolf сами предлагали их наушники, но я категорически перестал их покупать и даже бесплатно брать, ибо у Blitzwolf'ов много брака пошло. Упаковка, они вообще проблема в том, что они стали, ну, я с Фи 4 это не знал, я еще был супер маленький, не дофига опыта у меня было, вот сейчас побольше. Вот на эти уши есть Syllable S119. У этих 4 часа автономность, у тех заявлено 10. Я думаю, это, кстати, правда, потому не 119 или 117. В общем, проще говоря, у FIA 7. Это OEM-ки, FIA 7 были хламом, а Syllable S119 как раз, или 117 были норм. Вот сейчас появились Syllable 119 и FIA 8. И Blitzwolf то же самое, только хуже. ТЧК. Римный покупать будешь? Может быть, Платон, кстати. Я сейчас перееду в большой город, начну продавать вот все, что накупил, и тогда смогу покупать больше. Потому что я просто не могу себе позволить финансово. И так почти каждый день обзора. Дальше OnePlus неплохо так снимает, да, я рад. Но это первый раз он на стриме так норм снимает. Самый топовый техноблогер, спасибо, Клей. До 30 тысяч реально собрать игровой компьютер, как думаете, на канал зайдет рубрика? Уже очень интересные компы. Данила, я думаю, да как нечего. Вообще легко, но без монитора. Норм по макси разрешения 720, а не 1080. Ну, что делать? Как думаешь, Transmart Neo норм? Нет, думаю, не норм, хотя, если там ничего не мигает, неплохо. Если вы, кстати, к Transmart умудряется народ покупать по 700-600 рублей. И очень часто мне пишут в комментариях под видео, что не важно, что ты там покупал их за 1,5 руваса, потому что их продают по 700-800 ре. Кстати, Transmart мне посылали. По-моему, Т6 колонку, еще какую-то. А потом перестали посылать после того, как одна, по-моему, какая-то колонка у них была 10 ватт обещали, а по факту, точнее 20 или 40, а по факту там в 2 раза меньше было. Короче, печаль. И все. И больше ничего не посылают. Арматурные уши FIA X9 проводные. Ну ничего ж себе, 10 за проводные уши. Так, скузи. Что лучше, блядь, взять? OnePlus 7 Pro или Xiaomi Mi 10 Pro? Я бы взял OnePlus, но решать вам. Но опять же, у меня есть опыт. Вот у меня, допустим, есть Xiaomi вот этот, Note 10. Это не Mi 10. Тем более не прошка, и я не рад. Ну, не рад. Я уверен, что там тоже ничего эпичного нет, а от OnePlus я рад. Дальше, будешь пилить обзоры на ноуты? Делал 2, вроде ничего. Есть вариант, что я сейчас переберусь в Питер-Москву, и мне там будут их давать на обзоры. Бартерная основа будет заключаться только в том, что у меня будет упоминание магазина в конце. Но опять же, и альтернативные ссылки там куда-нибудь будут, и точно я буду говорить цену. Вот. И точно буду, скорее всего, говорить что-то плохое, потому что у Xiaomi ноуты плохие. Плохие они, кроме, игровые все плохие. Вот мое мнение. Я не знаю, как можно характеризовать более-менее хорошо. Я просто, вот у меня есть игровой ноут Asus ROG Strix. И я когда вижу, как даже собран Xiaomi-шный ноут, я понимаю, что это днище. Сейчас кто-то опять отпишется. В общем, мое мнение, Xiaomi-шные ноуты плохие, и, может быть, скоро об этом я буду говорить. Что оговорка? Доброе, Realme X2 Pro, как тебе? Пум-пурум-пурум, опилки. Не знаю, не тестировал. Действительно, про сборку компа игрового в пределах разумного. Хорошо. Какие ТВС-наушники посоветуешь от 25 до 80 баксов? Есть на канале топы. Будешь снимать про Xiaomi Redmi Note 8 Pro? У меня есть несколько обзоров, Санек, про Xiaomi Redmi Note 8 Pro на канале. И, по-моему, даже есть стрим. Да, стрим с тем, что он у меня лагает. Вот он. Вроде вы увидели. Дальше. За Xiaomi двор отписка. Transmart тоже скурвились. Т6 Max и одна пришла с браком, низкочастотный резонатор не работает, а хотел снять их в паре. Ну да. Ну, деньги вернут,
Так-то. Ну тебе понятно прислали, но вообще у Тронсмарта во всяком случае хотя бы с возвратом нет проблем. Ноут Pro 15 дюймов очень понравился. Отличный ноут, как по мне, может мне не повезло с ним. Нет, упаковка, просто ты на нем рендерил. То есть вопрос, что ты делаешь. Допустим, каким образом я тестирую любой ноутбук. Когда мне говорят, у тебя, понятно, у меня на канале всего два ноутбука. Но если мне товарищ говорит, у меня крутой ноутбук. Я говорю, давай установим там Wolfenstein предпоследний. И на максималочках гоняешь его 2 часа. Обычно через 2 часа 50 на 50 карта летит. Прям в прямом смысле. То есть он должен быть на гарантии. И такое было не один раз. И советую никому не проверять. На максималках прокачивать это бедные ноутбуки. Но посмотрим. Говорю, цифры не врут. Врут слова, врут картинка. Но цифры-то никогда не врут. Если девайс сдох, он сдох. Если у меня, допустим, Asus ROG Strix 2 раза горел, но 2 раза мне его ремонтировали, это не значит, что он супер плохой. Это значит, что хорошо, что у него есть гарантия. И вот как раз там я у ремонтников и узнал, что игровые ноутбуки вообще горят, как не знаю что. Это было мое первое общение с подобными проблемами. Потому что когда вы покупаете, вот, допустим, у меня сейчас видяха 2060. Она размером, ну не знаю, коробище такая. Я прям не представляю, как они в ноутбуке такие запихивают. А у меня 1060. Я видел 1060 полноразмерную. У меня в ноутбуке вроде бы она полноразмерная. Понятно, вскрываю ноутбук, она в раза 3 меньше, чем основная. Соответственно, теплоотведение там практически нулевое. И нормально, когда он работает при сотке градусов. 100 градусов ноутбук, проживет год-два. У меня 2 года живет уже. Но опять же, он 2 раза был полностью внутрянка вытащена и вставлена. Остались только твердотельные диски. Привет, что пропустил? Ничего, все норм. Mi Note 10 это плохо, просто дешевая камера хоть хороша, но по краям мылит. 30к на старте. Что происходит? Стрим. Ноутбуки от Xiaomi хорошие. Санек, мне об этом можно не писать, потому что у меня у супруги ноутбук от Xiaomi, который уже живет, по-моему, 2 года. На стриме про One Pro не было, что он лагает. Пересмотри свой стрим, что ты там его хвалил. Вне системы пересмотри мой стрим, если ты не увидел, что я его... Я сам его пересмотрю, но, по-моему, он у меня лагал, так же, как Mi 9. Кстати, у меня был на него обзор. Да как это на МТК он не лагает? Он не может не лагать. У тебя на Xiaomi не было достаточного изображения. У меня нет, но очень многие мистер про это пишут. По планшетам 10 дюймов плюс, какие нормальные. Сейчас Huawei M3 Lite хочу менять. По Xiaomi еще не забывайте, что брака просто очень много. Я его юзаю как монтажную машину, играюсь иногда. Photoshop немного, но опять же, я не техноблогер, я не профи. Чаще пользую в качестве станции для написания в секвенсорах Production Audio. А вопрос дня, монтажная машина для видео, упаковка, и в каком он у тебя фарше, то есть у тебя сколько там, видяха какая хотя бы, он же тоже 3 модификации, по-моему, или 4 у него. Табор уходит в ад. Ты очень забавный человек, потому что проще намного уйти просто со стрима и все. Еще раз напоминаю, здесь хамства нет, мата на канале тоже нет, не забываем прожать лайк. Вот. О, понабежала. Дальше, Huawei GT2 пробовал носить? Да, у меня был на него обзор. У меня 2 раза горела видюха на Asus VX2. Ну вот, видите, вопрос дня. У вас горела видюха, вам же его без проблем заменяли, правильно, Дмитрий? 2 года гарантии это forever. Монтаж видео в 4К упаковкой и, допустим, 10 минут в 4К на 60 FPS. За сколько? Вот у меня появились, как их называют? Нет, это не хейтеры, это эти боты. Кто-то прислал мне ботов. Mi Mix 3 будет? Нет, однозначно. Польза.нет, сможешь сделать обзор на смарт-часы Halo LS01? Да. Но опять же, ничего фееричного от них не ждите. Они по стоимости как эти. Как Mi Band 4. Спамеры. Да как-то первый раз так много. Asus гарантия даже в регионе. Допустим, у Asus может и есть гарантия в регионе, но, как я знаю, гарантийный центр только в Москве и Питере. Это обычные боты. ID, но это первый раз, значит, канал и правда стал большой. Вот. Но кому-то не жалко этих ботов, потому что... Почему? Потому что они не бесплатные. Первый раз не проиграл, но напишу еще раз.
Будешь в Переяславле-Зелесском, пиши, пересечемся, побутарим. Бывают Александровские версты, марафон. Окей, думаю, смогу. Один цыган. Леон. Кстати, где мои великолепные редакторы? Досадно с Mimix 3 мечтаю взять, но никак в руках не посижу. Ну а почему нет? В чем проблема? Онлайн-игры играешь? Нет, только когда тестирую. Но единственное в Tactic Cool, но это не реклама, потому что я пытаюсь с нее слезть. Какие-нибудь товары для автомобилей видел что-то ароматизатора от Xiaomi? Данила, я, может быть, на беспроводную зарядку какую-нибудь сделаю. Обзор для чего? Для того, чтобы посмотреть. Если тема про вот автомобильные гаджеты зайдет хоть чуть-чуть, то тогда, наверное, начну про них рассказывать. Какие-нибудь товары ТТТ. Норм. Видел новую сушилку ванную от Xiaomi? Да, но они очень дорогие. Продаются пока только в Китае. Капитан, если не сложно, в комментах скинь. В танки не играешь, атом не зацепило, несколько раз пробовал. Почему так ботов много? Ибрахим, кто-то благополучно на меня их натравил. Очень много маленьких каналов, злобных, да и больших. Дальше. Ну, у меня первый раз такое, если честно. Mi-10, про что думаешь? Не тестировал, Иван. Нет магазина Xiaomi, чтобы Mi Mix в руках подержать. Единственная глупость накидывать ботов сюда, то что Алишка считает, Tube считает это активностью. То есть, чем больше ботов на канале, тем выше вероятность того, что я выплыву сейчас где-то в рекомендациях. Вот. Дичь творится в комментах. У меня первый раз такое. У тебя было? Ну, мне кажется, упаковки такого вряд ли могло быть. Нет магазинов Xiaomi, чтобы... Дебилов-то много. Особенно по отношению ко мне. Я не знаю, кто такой Петухов. Используешь МАЗ, планируешь на eBay много вкусных лотов. Да, я уже на eBay очень много чего купил. Нет магазинов Xiaomi, чтобы микс в руках подержать. Такого не бывает. Саша, если вы собираетесь такой дорогой телефон покупать, то по-любому вам нужно... Да ладно. Вам по-любому нужно его поюзать. Какой ЦАП для смартфона посоветуешь? У меня был всего один на обзоре, можете посмотреть. Саша, растешь, что потов подкинули? Наверное. Ответим и может отвянут. Нет, вряд ли. Нет, не сел. Дальше. К сожалению, удалось со стрима здоровья вашей семье. У меня просто на стримах что-то водопад летит, не успеваю порой даже прочитать. Конкуренты дурноватые. Очень много людей плохих, фриков. Но это норм. Значит их много. Вообще, чем больше хейтеров, чем больше подобных фриков, тем лучше. Потому что очень часто люди, которые являются хейтерами, они смотрят все ролики. А подписчики смотрят, там, дай бог, 1 из 20. Вот. Плюс все это просто так не бывает. Значит и правда отрабатываю неплохо. Вопрос странный, но какая у тебя любимая игра? Наверное, все-таки PUBG, но я в нее ужасно играю. Какой смартфон для тебя самый лучший из таких, которые у тебя были? OnePlus 7T Pro. Ну и по съемке Huawei P20 Pro. Какая любимая еда? Жареная картошка с грибами. 250 тысяч рублей в мусор? Скорее всего, да. Видите, говорю же, не садился. Дальше, стоит ли выбор между пешеходом? Я сегодня просто всех своих модераторов удалю и все, потому что зачем мне их делать было модераторами, если они на стриме не сидят. Приезжай к нам в Чайковский в мае на Red Bull 400, забег 35 градусов, испытай, я умру там, я сразу говорю. Дальше, как вам скролл на айфоне? Я считаю, что он не юзабелен, так что люди сидят на айфонах. Я считаю, что моя супруга и может его использовать, значит все норм. Я все ролики смотрю. Алекс, ну ты редкость. Ты это, скажем так, эпичный мой подписчик. Можно сказать, что тебя я знаю в лицо одного из немногих. Можешь подсказать хорошие проводные уши до 20 баксов. Саня, вот такой фанат-хейтер появился. Спамит прям безбожно. Ну, он вообще не один. Я минимум назову 4 канала, которые меня прям люто ненавидят. Прямо люто. Притом я абсолютно не понимаю, зачем, потому что в этом-то и смысл, чтобы у всех было свое мнение. Вот что мне импонирует в твоей подаче, ты правильно говоришь, у каждого свое мнение. ТЧК. И довольно мало людей так говорит. Понятно, что в роликах мы
убеждаем окружающих в своем мнении. Но чаще всего, мне кажется, я что-то плохое говорю, поэтому я не знаю, кому я могу перейти дорогу. В плане того, что вы хорошее можете увидеть в рекламе или у других блогеров, а ко мне приходите за плохим. Стоит выбор между переходом на смартфон Meizu. Однозначно на смартфон Meizu переходить, мне кажется, не стоит. Алекс, картошка с грибами это топ. Я не все, но смотрю многие. Валерия, спасибо. О, Валерия, приятно. Мой модератор в Телеграме, кстати. Познакомьтесь. Всем, кому не лень, вы можете прийти в Телегу, кстати. Я не уверен, что ссылка работает. Смысл в том, что там есть несколько хороших людей, в прямом смысле хороших. Плохих мы стараемся удалять, которые помогают вам советом. Иногда с сарказмом, иногда нет. Вот девушка одна из них, Валерия. К чему это? К тому, что там нет хамства, нет спама и нет рекламы. И я не знаю зачем. Я, наверное, его сделал для того, чтобы канал пользы и вот телега польза. Все от зависти, Дианы. Ну, возможно, нет. Ну, может быть, проверить мою психику. Потому что, ну, я не знаю, я могу 4 часа на стриме вертеть этими штучками, отвечать на одни и те же вопросы. А уж тем более банить чуваков, которые разгоняют этот стрим, а он реально разгоняется за счет того, что они сюда приходят. Это всегда очень круто. Я смотрю все ролики для разнообразия. Спасибо, Атом, я стараюсь их делать маленькими. Ну, только если девайс очень понравился. Вот Vivo понравились, сделал там на 10 минут. Постарался все рассказать. Если девайс проходной, то делаю 4-5 минут. Нужен новый модератор. Суровый дядя, мы мало знакомы, а так в перспективе, если в следующий раз придете на стрим, буду благодарен. На них можно жалобу подать любому участнику чата Мора, но видите, не подают. Кто смотрит 90% видео, даже так, те 10% стримы. Да норм. Я считаю, что стримы это вот как курилка. Мы единственное не курим. Пришли, пообщались. Завистник, забей от завистника. Нет, это вообще здесь ни при чем. Причем Бука, причем здесь Вилса. Вилса, еще раз повторяю, это как ОРТ. Это единственный канал, который я могу 10 тысяч раз повторять на стриме. Мне его интересно иногда смотреть. У него самоирония норм. Чувак делает просто лютое количество денег. Лютое. И не знаю, ну он ОРТ, в хорошем смысле нет у него негатива. Хочешь посмотреть рекламу, включи Вилсу. Посмотришь качественную рекламу с добрым дядькой бородатым, который младше, чем я. Меня за матюки не любят некоторые. Также YouTube меня за нецензурные выражения наказывает желтой монеткой на монетизации. Паковка, но у тебя очень много молодежи, так же, как у меня, тем более на стримах. Я понимаю, что мы трехэтажным все можем общаться. Я на работе только на нем и разговариваю, к сожалению. Но мы должны учить лучшему. Я понимаю, что ЗОЖ тоже не обязательно. Но опять же, это моя позиция. И, конечно, техноканал это точно не облика морали. Но вот так. Позишн у всех своя. Уже целая медиасеть. Бабло рубят чуваки и все. Да. Дальше, кстати, кубики это заразно. Пару раз замечал, что свои вслед за тобой начинал крутить. Спасибо за контент. Вам спасибо, что смотрите. Colorful, здорово. Андрей, спасибо большое. Вот еще нас стало теперь 30 человек. В телеге у тебя, видите, спаманул. В телеге у тебя засылку даже на Алибан, не говоря уже за ссылку на YouTube, сталинизм какой-то. Ничего не понял. Вне системы. У вас какие-то претензии? Как бы, опять же, здесь никто никого не держит. Это тоже магия YouTube. Может быть, канал слегка закрытый, потому что я очень много баню. Если вы пишете матом, я вас баню. Если вы пишете, рекламируете что-нибудь, я вас баню. Это, мне кажется, нормально. Я читаю все комменты. Все еще. Может быть, процентов 10 не успеваю, но только если на работе залипаю больше 2 суток. Я себя не считаю техноблогером. Я тупо распаковываю от трусов до ноутбуков, смартфонов в кайф. В техноблогера мне точно дорога закрыта. Паковка чистой воды, с тобой абсолютно согласен. Я считаю, что ты медийная персона, скажем так. Да, ты реально медийная персона. Ты можешь лицом торговать легкостью. То есть ты себя можешь продать тому же Вилсе за очень-очень круглую сумму. Потому что узнаваемость, космос, ТЧК. Мой голос, допустим, уже узнают в магазинах даже. И это плохо для меня. Может быть, когда-нибудь будет еще и лицом. Дальше, Пользанет, не забудь меня, когда твой канал вырастет, я бы точно не забыть, можешь меня модератором сделать. Colorful New тебя не забуду. Про сталинизм это был бред. А что я про сталинизм сказал? Помню, ты делал много обзоров на кроссовки, в том числе для бега. Как же все посоветуешь взять? Суровый дядя, если есть деньги, еще раз, вы идете в магазин и меряете до упора. Я очень часто рассказываю, как я в Петербурге подбираю кроссовки.
Если я приезжаю в Питер и иду по Мегу знают все, я думаю, в Москве, в Питере много Мег. Вот, и вы можете ходить по кругу, в каждый магазин заходить, вот я так делал, и примерять все, что вам нравится. И обычно это, дай бог, одна пара мне подходит, чтобы вот я понимал, что я 20 тысяч шагов в день буду делать без проблем. И это не для бега. А для бега нужно перетоптать ой, как много. В итоге я для себя нашел одни. Это бегаю быстро я в айсексах, бегаю удобно я внизу на вейфрайдере, ТЧК. Вот эти Xiaomi-шные я просто делюсь мнением, допустим, те же антилопы, они норм. Вот прям норм за свои деньги. Понятно, что они 2500, но не 6, не 7, не 10. Приветствую, Александр. Илья, здорово. Я про Telegram. Окей, я вас понял. Лайнинг классные кроссовки. Николай, да, особенно если покупать их за 1400 с доставкой, как сделал я. Перед поездкой на гастроне New Balance взял. Очень нравятся кроссы для повседневки. У них есть топовая линейка по 25 рубасов упаковка, которые шьются в Великобритании. Они чуть-чуть тяжелее. Если захочешь, примерь, потому что я их примерял, но мне жалко было денег. Вот как в тапочках. Какой рост у тебя? У размер 190, 46 размер, 15 лет. У меня рост 182 сантиметра, вес 76 килограмм, и мне 36 лет. Я не знаю, при чем здесь размер, но размер у меня 285 миллиметров по стопе. 43-44, наверное, ближе к 44-му. Назови 3 минуса экосистемы Apple. Закрытость, стоимость, ограниченность. То есть для многих разработчиков это дно, и они туда не идут. Спасибо, учту твои предпочтения. Вам спасибо за вопрос. У тебя давно просился модератором в Telegram, еще когда ты его создал. Кумаров, но вы не на слуху у меня. Причем на гастролях в Англии взял себе 24 фунта. По распродаже они 5 лет служат и не намека на то, что сдохнут. У них очень много подделок даже в полуоригинальных магазинах. Правильно ли я понимаю, что Vivo TVS подключается каждый раз к источнику с телефоном Bluetooth версии 4.2? Это сделать не смогут без aptX не огонь. Нет, неправда, Андрей. Может быть кодек AAC, причем здесь Bluetooth, я не знаю. Ну модуль старенький, да, логично. Если AAC модуль, то если у вас такой старый телефон, то не тратьте вы 10 тысяч рублей на наушники. Потратьте их либо на новый телефон, либо на плеер и наушники проводные. Что сделать, чтобы перейти на уровень собратья по разуму? Это спонсорство. То есть, если вы хотите стать спонсором канала, там кнопка есть под картинкой, нажимаете и там дальше становитесь спонсором. Вот. Если хотите кинуть донат на поддержку, можно еще и в донат в описании кинуть. Ну, как-то мы подустали. 101 минута, что-то как-то мы быстро подустали. Не забываем прожать лайк. Пожалуйста, за ответ, что взять, Apple Watch или Mi Watch. Ни то, ни другое Puma Max, потому что Mi Watch глобалки еще нет, а Apple Watch нужно заряжать каждый день. Саша, можете Huawei Watch GT 2 взять, но не смотрите мой обзор, потому что он был на эмоциях из-за разряда того, что они стоят 16 тысяч. Я их покупал за 16 штук, сейчас их реально взять за 11. 11 их красная цена. Плюс допилили допилили они прошивку, лучше стали. New Balance сижу, только беру оригинал. Да, дорого, но они могут служить очень долго и хорошая, удобная обувь. Прямо напрямую коррелирует с настроением человека, 100%. Да. Nike свои подделки в официальном магазине продают. Ибрахим нет, просто у них качество низкое стало, честно. Какие кроссовки от дочек Xiaomi не стоит покупать? Те, что я не обозреваю. Я же стараюсь, еще раз, траггер, я стараюсь покупать то, что вот хочется мне покупать. То, что я вижу, что изначально днище, я не покупаю. Если кратко, то так. Я вот Ракс купил, и я не уверен, что они хороши. У меня у супруги есть Xiaomi-шные кроссовки, на которые я не сделал еще обзор, потому что мне кажется, они не хорошие. Вот. Что слышно про глобалку Mi Watch? Пока ничего. Привет, посоветуй, пожалуйста, смарт-часы для парня 12 лет. Телефон у него Honor 10, бюджет 100 баксов. Если спортом не занимается, купите его Mi Band 4. Если он ему зайдет, то тогда уже задумывайтесь о часах. Занимаюсь страйкболом и встал вопрос о покупке защищенных смартфонов. Что можешь посоветовать из бюджетных? Суровый дядя не тестил. Не тестил, погуглите, очень часто, очень многие выпускают про них ролики. Мне писали 2 раза, 2 раза я не сошелся по условиям. Вот и все. Поэтому ничего не посоветую. Саша, спасибо.
Когда обзоры копии AirPods? Паша меня заблочит канал, если я про них расскажу, мне так кажется. Может, без ссылок сделаю, но я не знаю как. Я, наверное, знаете, как сделаю, Паша? Я сделаю обзор, но увидите в каком формате. И не забывайте подписаться в телеграм-канал, в котором вообще нет ничего плохого, в котором только хорошее. И я вам даю слово, что я сам очень часто туда прихожу и спрашиваю какие-то вещи, которые мне не ясны. Мора я обязательно сделаю второй канал в июне. И у меня есть идеи, у меня есть даже люди под это. Гай, кем работаешь? Инженером. Хотел бы попросить тебя взять на обзор Motorola Wear Buds 400. Даниил, так как вы не первый, я их уже купил. Скоро расскажу. Александр, подскажите, сколько денег уходит на яблоко в плане музыки, работы с программами, документами и так далее? Данила 0. По-моему, YouTube только у супруги подключен, а все остальное бесплатно. Страйки прилетают, ага. Если не упаковка, не, мне страйки не прилетали, мне пришло предупреждение, притом несколько раз. Они пишут, мы видим, вы не моральный урод, образно говоря, но в общем рассказывайте о фигне. Поэтому у вас предупреждение будет еще одно, мы вас заблочим. Потом опять, поэтому у вас предупреждение, и в общем несколько раз так присылали, я все-таки понял. Нет, вам не кое-кто кинул, упаковка, тебе скорее всего кинул кто и мне, это юридическая жалоба, мне не кажется, что это просто левый чувак какой-то. По-моему, просто ты очень большой. Что за наушники, про которые вы хорошо отзываетесь? Еще название заканчивается. Hello, GT1 и GT2, упаковка тоже о них скоро расскажет. Как он сказал, ему они тоже зашли. Как тебе идея начать перепрошивать телефоны Xiaomi? Очень жду норм видео про пиксель на смарты Xiaomi. Идея норм. Людских ресурсов нет. Я один. Мне супруга помогает делать фотографии и аудюху нарезает. То есть я ее начитываю, она еще нарезает. Когда она дома. Вот. Но последний месяц она была недееспособна, поэтому все, что вы видели, она не виновата. Дальше, подскажите, пожалуйста, две фирмы планшета. Не для игр, просто юзать Apple не надо, может быть Asus, Huawei. Huawei, Серега, вообще просто огниво. Мне денег жалко, денег жалко, но они огниво. Вот, видите, как эмоционально. Просто многие мне пишут ВКонтакте, притом один из этих людей даже, может быть, уже сделал обзоры несколько на них. На канал я не помню, как называется. В общем, топовая штука. Скидки на Pepper юзаешь, советую. Вне системы, если еще раз ты подобное что-нибудь напишешь, я тебя заплачу. Это тоже является рекламой, так-то. Samsung Watch 96 мм. Обзор будет? Нет, наверное. Наверное, нет. Но если много людей попросит, то да. Даже мне YouTube дал желтую монетку на видео про прошку. Такие дела. Да ладно. А что значит желтая монетка? Я не шарю. Типа нельзя монетизировать? Понятно. Упаковка. Не, мне кажется, это политика у них. Что типа только блогеры, которые являются амбассадорами, их могут рассказывать, потому что там же по ТЗ все. Вот. У нас с тобой день рождения в один день. Возможно, Евгений, если вы знаете, когда у меня днюха. Стоит ли брать Mi Air 2 для телефона Xiaomi? Может быть, но вы должны их увидеть сначала. Ограниченная монетизация? Да ладно. Может, за музыку тебя-то вряд ли. Наверное. Видел защищенные смартфоны AMG. Не планируешь ли снимать на них обзоры? Суровый дядя, я не знаю, что это. Напиши мне в ВК. Можешь сказать про Apple iPad 10. Он топ, хотел купить сыну, жена не дала. ТЧК. Про Apple iPad One. Море, я в шоке. FreeBuds 3 в местном магазине дороже AirPods 2, если нет беспроводной зарядки. Я видел на Лишке, на Тмоле сейчас, они вообще чуть ли не 9000 со всеми скидками. FreeBuds 3. Здорово, даже в официальном магазине они у Huawei 11. Здорово, планирую покупать Stratos 3. Когда в ближайшее время скидки на Али? Уже сегодня начались, по-моему, 2 часа назад. Та-да, не зря спросил, правда? Hello, GT1 Plus Qualcomm. Нет. Nerses. Я не знаю, почему все про плюс спрашивают. Я рассказал про GT1 и GT2. Про плюс я читал, что много негатива. Электросамокат от Xiaomi, в Питер приеду, расскажу. Так, Коля, ок. Какой автомобиль имеешь? Миша, у меня даже прав нет. Я понял про самокат. Xiaomi Redmi Note 8 Pro стоит брать? Наверное, да. Я про них негативно высказался, и через 3 часа прилетело ограничение. И $5 я с этого видео получил. Ну ладно, упаковка. Ты получил с этого видео, наверное, 1004 подписчиков потом еще, поэтому везде свои плюсы.
Скажи про посудомойки. Вы ценники видели и что посоветуете? У меня посудомойка обычная за 20-ку от Bosch. Вот. Не забываем прожать лайк, 170 человек, по-любому много новеньких. Может быть, 4 сотни сегодня наберем, будет очень круто. Потому что тема хорошая, яблоко не покупать. Во всяком случае, не покупать часы, сутки зарядки, убейте меня. Я не знаю, как они столько продают. Но я знаю, как они столько продают, потому что у меня Apple Watch 35 тысяч. Вот. Но лучше купить браслетик какой-нибудь, не знаю. Или Гармина за 60 рублей. Расскажите про посудомойки. Дальше Samsung тоже нормальные планшеты делает. Дорого Samsung делает планшеты, очень. У Huawei они дешевле. Примерно на одном железе. Стоит ли покупать AirPods для Android? Да, почему нет? Все допиливается через легкие костыли, но если вам конкретно такой форм-фактор подходит, но я бы посоветовал Vivo, правда. Но опять же, у вас Huawei либо Honor телефон, то это FreeBuds, наушники FreeBuds 3 и вкладыши. Если телефон BBK-евский, OnePlus, вот как у меня, либо Oppo, то это Vivo, однозначно, потому что по звуку лучше эти. А все остальное, ну, смотрите сами. Дальше. Сделай обзор на One More. У меня были на One More обзоры, мне как-то не особо не зашли эти наушники, один большие они какие-то. Потихонечку умный дом от Xiaomi. Model Party, дай перееду, сделаю большой умный дом от Xiaomi. Чем хороши пенные амбушюры? В Италии почитайте про их свойства, там много всяких плюшек, проще говоря, они за вас доделывают девайс. Вот, и они по-любому сядут в ушной канал правильно. Робот-пылесос за эти деньги и топовые уши на сдачу. Однозначно. Знаешь, как меня яблочные рабы под этим видео поливали? Типа я не шарю, представляешь, сколько сторожил даже с моего канала ушло. Паковка, я так не думаю, ты же так же, как и я, можешь посмотреть статьи. У тебя точно не ушло, учитывая количество просмотров на данный раллибас. Покафон. Про первый-то смысл рассказывает. Денис, покафон это норм. Спасибо, буду покупать Redmi Note 8 Pro. Ну вообще на МТК я бы не особо, Санек, тебе советовал покупать этот Redmi Note 8 Pro. Посмотри стрим. А самое главное, комментарии под стримом. Как Syllable S101 по сравнению с Blitzwolf S119? Syllable лучше в разы, и скоро мне придет аналог вот этих Blitzwolf вне системы. Евгений 24-го смотрел стрим. Окей, договорились. Где же мне твой ВК найти? В описании к видео есть канал, а я там отвечаю на вопросы легко. Дальше. Санек, хорошо. Не любят народ, когда про товар, который они купили, говорят плохо. Я даже не пытаюсь оправдать свою покупку, а прямо говорю. А те купили их, пытаются оправдать покупку и смириться, закрыть глаза. Нет, 20 кусков они не стоят однозначно. Но с другой стороны, видишь, альтернативы-то для яблока нет. То есть, если брать за то, что ты берешь за 130 тысяч телефон и за 20 тысяч наушники, ну, как бы, а какие альтернативы? Соньки под iPhone брать? Ну, я бы не стал. Вот. Так. Samsung самая лучшая оболочка Android на планшеты. Худрич, я очень давно самсунговский планшет юзал, поэтому соляви. Еще раз, суровый дядя, ты заходишь в группу, там в группе люди отвечают на вопросы. Вот я один из тех, кто отвечает на вопросы, я даже тебе сейчас свой ник скажу. Подожди 15 секунд, я сейчас его вспомню. Польза на это я так и зовусь. Так-то. Вроде. Подожди. Панкратов Александр. Вот. Добро пожаловать. Добро пожаловать в мой ВК. И там, соответственно, ты добавляешься. У тебя 2 года, смотрю, можно вместо яблока просто наклеить грушу и все. Можно, и тогда не продашь ничего-то никогда. Никогда и никому. Я бы на айфоне не стал покупать. Очень дорого и неоправданный вклад денег. Однозначно, но система, говорю, мне кажется, что MacBook очень неплохо должен себя вести вот во всяких таких графических штуковинах. Возможно, я не прав, но неизвестно. Посоветуй другу, какой планшет взять, смотря сколько у тебя денег. На Тмоле что-нибудь выбери. Но опять же по отзывам. Отзывы прям много почитай на 4 PDA и на иже с ними. Дальше суровый дядя, он же там админ. Да, Model Party, магия. Взял AirPods Pro, доволен, только амбушюры грустные. AirDots Pro, так поменяй, Виталий. Магия амбушюр в том, что их всегда можно поменять. Не забываем прожать лайк. Миссия 400, 25 дизов, это мой супер рекорд. У меня становится все больше хейтеров. Дальше. Не слушай хейтеров, рассказывай правду про яблоки. Джонни, так там ничего супер плохого-то и не было. И опять же, про звучание вот этих
Прошек AirPods, даже американские блогеры, миллионники, многие говорили, что оно хуже, чем даже у первых яблочных ушей. Хотя, если честно, ну, мне кажется, что все-таки оно чуть-чуть да лучше. Во всяком случае, тут басов больше, чем в вкладышах этих. У Apple очень хорошие планшеты, великолепная рабочая машина для музыканта, а конкретно для лайвов. С сэмплерами, луперами и микшерами. Там мега удобно работать. Дальше. AirDots Pro доволен, та-та-тан. Смотря какой iPhone, например, 7, 8 iPhone, самое то. Ну или десятка. Дмитрий, мой фаворит тоже десятка, кстати. Либо 7+. Мне на пробежку пора, удачного стрима. Суровый дядя, ты топ, очень поздно ты, правда, бежишь. Как ты заснешь, я не знаю, но может быть у тебя не 9 часов вечера, может быть ты не из Москвы, может быть ты из Калининграда, поэтому норм. Сколько бежишь? У кого какие еще вопросы остались или все, будем сворачиваться на сегодня? Потому что почти 2 часа стрим прошел, мораль простая, есть у вас четверть ляма, покупайте, конечно, но если честно, у того же Huawei я вижу альтернатив больше и лучше, у тех же даже Samsung, которые мне не нравятся. На остаток можно купить очень неплохой ноутбук. Дальше Redmi Note 8 Pro, топовый телефон за свои деньги. Что за предвзятое отношение к МТК? Купил его и ни разу не пожалел. Вне системы это хорошо, что ты не пожалел. Mi Pad Mini или Mi Pad Air? Air, наверное. Есть ли минусы у Vivo TVS? Да, мне их внешний вид не особо зашел, народу зашел. Мне посадка, мне она больше подошла, но у меня уши чуть-чуть больше, чем у супруги. Супруге больше подходит AirPods. Но я ей напоминаю, что Эра на неделю выходила и жаловалась, что у нее уши болят. Мне у первых ушей Apple звук даже больше нравится. Но знаешь, в чем прикол? Я ими пользуюсь только когда с гитарой. Музыку слушаешь, иногда в AirPods не буду. Ага, неудивительно. У тебя магазин есть Xiaomi недалеко? Нет, нету. У меня есть только AliExpress. Ну, еще есть Wildberries, Озон и подобные штуковины. Я как-то разговаривал с ремонтником про защищенные телефоны, он сказал, что Blackview сборка лучше, чем у Cat. Я не сомневаюсь, Cat это просто бренд. Sony совершенно другая история. Как гарнитура нормас, но музыку можно с наслаждением слушать. То есть гарнитура чуть-чуть хуже получается. Стоит ли ждать девятку или SE2? Твое мнение. Мне кажется, SE2 будет стоить космос, как и девятка, поэтому смотри сам. У Huawei много бывают, желтеют дисплеи. У меня не пожелтел, я его раздолбал, притом долбал этот бедный телефон очень долго. Керем, спасибо большое за поддержку. МТК сложно поддерживать разработчикам, поэтому с ними одни траблы. Вот я тоже считаю, что смарт на МТК это не супер топ. iMac 18, ну прям мега рабочая лошадка, я музон пилю на нем и монтирую. Дмитрий, а сколько вы за него отдали, если не секрет? Mixsider E7 норм. Прям даже топ, учитывая цену. Model Party пока. Nessus Gichuns. Ты шутишь? Там топ дисплея. Как ВК называется? Еще раз, в описании к видео есть все, начиная от того ВК, где телега, ссылка, донат, еще чего-нибудь. В общем, смотрите. Все, что по роликам, по конкурсам, все ВКонтакте. Где часы, которые разбил сын? На следующем стриме, хорошо? Они у меня в коробке, которую супруга спрятала. А с какой целью, мистер? Для вас специально в инсте завтра покажу, окей? В инстаграм подписывайтесь, там у меня мини-ролики. Такие не обогащенные интеллектом. Спасибо. Пожалуйста, OnePlus 7 Pro долго использовался, не подлагивает. OnePlus 7T Pro все равно подлагивает чуть-чуть. Так же, как и яблочные в iPhone 11 Pro Max на 256 гектар. И он подлагивает, чтобы вы знали. Вот. Спасибо за обзоры. Когда хочу что-то купить, ищу твои обзоры. Виталий, так ты на стримы приходи, в телегу приходи. Там тоже много полезной инфы. Спасибо за стрим. Вам спасибо, Диана, что были. Давайте 400 лайков добьем, друзья. И потом уже разбежимся. Привет, как думаешь, стоит ли покупать MacBook Pro с тачбаром? Миша, если у вас есть деньги на этот ноутбук, мне кажется, варианты вообще нулевые. Если вы задумаетесь, значит он вам нужен. Если у вас, опять же, есть iPhone. Потому что без iPhone MacBook как-то странно. Мне бесплатно присылают эти незащищенные смартфоны, но они всегда недопилены. Единственный смартфон защищенный Normos был это смарт с тепловизором. Не умеют они их делать по уму, увы.
упаковка, вот я бы с удовольствием их пораздалбывал бы. Но опять же, они в каком-то смысле защищенные. Вот. То есть никто же не ждет, что ты их битой будешь бить. Есть JBL Tune 205. Можешь посоветовать что-то похожее, главное не внутриканальное. Не внутриканальных очень много. AirPods, Vivo TVS, Huawei FreeBuds 2, Huawei FreeBuds 3, TicPods 2 Pro, которые мне не зашли внешне, но народ какой-то за них рубится. Очень много вариантов вообще вкладышей сейчас, и очень дешевых тоже. В чем прикол закругленных краев экрана у новых смартов? Добавляет только неудобства. Блики. Гай, вот для примера, в десятке, в Note 10 у Samsung это бесит. Ой, у Xiaomi. OnePlus Pro мне зашел. Вот этот скругленный экран более чем. Защищенный смартфон не приходил с топовой камерой, оболочкой и топовым процессором. Всегда в той поговорке. Хвост вылез, нос увяз, нос вылез, хвост увяз. Нет, так там топового-то ничего не должно быть, они для работяг в первую очередь. Да, норм разыгрывать такие штуки. Народ приходит. Что лучше, AirPods или AirDots? AirPods, однозначно. Дальше, чисто, но опять же с айфоном. Так. Чисто Android или One UI от Samsung. Android. Опять же, каким роботом-пылесосом пользуешься сейчас? Atom тем же самым Xiaomi-шным уже 2 года, уже поменял, уже 3 квартиры поменял, получается, и уже менял в нем внутрялку полностью. Аккумулятора еще не менял. Матом материться плохо. Hancock, согласен. Что ты снимаешь? Обзоры, Анна, на различные гаджеты, вот наподобие тех, что вы видите на столе. Уже 4500 на канале. Было 480 обзоров, уже осталось 460. Подчистил я себя, чтобы меня не забанили. По большому счету, бронефон должен держать падение, высоту уха и дождь в луже помыть. В луже помыть. Ну да, по большому счету, не особо он должен быть прям супер-мега. И батарея должна быть хорошая. А топовые процессоры и топовая камера-то тоже точно нет. Евгений, спасибо. Будешь в нашей мини-тусовке. Привет, бро. Для съемки с мобильного, что думаешь топ? Huawei Pixel, Samsung или Xiaomi, например, Mi 10? Для съемки Huawei P30 Pro, P20 Pro. Топ. Это то из того, что я юзал. Ну, 11 iPhone тоже неплохо, но нужно, наверное, монтировать их мововские файлы конкретно на макбуках. Вот, мое мнение. Края, как у Samsung со времен C6 норм, а вот водопады, которые ужасно бликуют, это перебор. Да, как у Xiaomi. Halo возьми себе вместо AirPods Pro, да. Halo GT2 или GT1. Redmi Note 8 Pro топ за свои деньги. Камиль, да мне кажется, нет. Мне кажется, лучше можно. Когда розыгрыш бандит, еще раз, читайте описание, все розыгрыши в конце месяца всегда. Я их сохраняю, не обязательно приходить для этого на стрим. Не, я за просто ручаюсь. Спрашиваю все, зашло... Зорошо, трусы еще не упоминали. Ничего не понял, но окей. Intel NUC, не знаю, что это. Взял AirDots Pro, доволен, только амбушюру грустная. Поменять. О, Трайгер, привет. Саша, если будет возможность, закажи защищенный AGM A5. Трайгер, напиши мне в ВК или в Фейсбуке. iPhone 7, 8, самое то, 7 Plus топ. Перестаньте мне вот эти вот штуки Ширли посылать. iPad Air. Камиль, Mixsider E7 норм. Вы просто репостите. Думаю, купить думаю, да. Это еще, кстати, один бот. Я не знаю, кто на мне тестится. Можно я напишу? Конечно, можно, Анна Королева. Куда? Или что именно? Как участвовать в розыгрышах? Все в описании к видео. AirPods прохи хороши, но слишком много бабок на них. Ну да. Но опять же, если у вас есть iPhone, если у вас нет iPhone, они нецелесообразны. Анна, ВК, конечно, но сначала вы добавляйтесь. Почему у меня есть такая функция, как добавиться в ВК, и почему у меня нет в описании? Потому что очень много заявок от ботов было. И боты это очень неприкольно, когда ты заходишь и по 200 раз отказываешься в друзья. Ну, в сообщениях там просто потеряешься. Поэтому добавляйтесь в друзья, если вы живой человек, пишите, что вам нужно узнать. Польза, какую обувь посоветуешь для повседневки? ИЧ, я вас расстрою, Эко.
Вот. Эко лучшая обувь для повседневки, но это для тех, у кого вот пошел я ботинки купил за 16 тысяч. Скупая мужская слеза 300 тысяч раз упала с моих щек, скул, но я в них ходить планирую года 4. У меня у одного стрим лагает, наверное. Саша, купи Браверс Вилкинс, ага. Нет, упаковка, я не хочу. Я не хочу, потому что я тогда не смогу, мне кажется, сравнивать вот это вот все с чем-то. Я говорю, я не совсем понимаю, как музыкант может... Вот Vivo TVS я послушал, я теперь не понимаю, как вообще другие вкладыши слушать. То же самое, не знаю, вот Halo GT2 ты послушал, согласись, я уже более-менее начинаю чуть-чуть разбираться в звуке. Все остальные затычки, ну, даже за космос деньги кажутся, что? Вот какого черта? И то же самое с накладными. Если я послушаю их, у меня такое смутное ощущение, что потом все накладные, я не смогу людям говорить, Mixsider E7 за свои деньги норм. Я буду говорить, ну, Mixsider может быть, можно взять. А так, наверное. Наверное, еще с каким-то плеером. Упаковка, ты лучше плеер мне посоветуй какой-нибудь. Потому что FIO 6 все-таки не вытягивает он очень хорошие наушники. Еще раз, i7 послушай. Мора, не смешно. Marvel или DC? По-моему, тут нечего вообще разговаривать. По-моему, вы и так знаете ответ. Вот. Кстати, с 27 февраля спасибо, Пума. Кто там защитник? Всех с праздником. Дальше. Я думаю, все, вопросы закончились. Давайте 400 сотню лайков докиньте. И, может быть, еще завтра даже встретимся. Не знаю, как-то попробуем. Кайф просто, начиная от материалов, заканчивая звуком. Шикарнейший. Но сколько они стоят? Сколько упаковка они стоят? Вот за сколько, понятно, может, в принципе, сколько они в магазине стоят. Когда розыгрыш будет? Я тебе еще раз повторяю, бандит, мне придется забанить. Читай ты описание. Где вы купили Xiaomi кубик? И один, и второй на Алишке. Плеер могу. FIO X3 Mark III. Сейчас я себя, мне кажется, расстрою. Спасибо за стрим, было очень информативно. Спасибо, что пришел. Было очень приятно тебя увидеть. Вот, пятнашка, это норм. Я думал, ты мне за полтинник какой-нибудь посоветуешь. Спасибо, что адекватный. Два конца, а шкалы будут... Ничего не понял, но окей. Какие часы похожи на Amazfit Pace, но для уведомлений софта, а не для бега? На Pace Amazfit GTR. Взаимно. Передай привет, у меня сегодня DR. Каринка, привет тебе. Каринка, Малинка, Настюшка, Болтушка. Все, кому еще там привет передать, всем счастливо, давайте пока. Паковка, огромное спасибо, что пришел. Как-то сегодня душевно пообщались прям. Много полезной инфы, и я подчеркнул сегодня у вас. И надеюсь, вы друг у друга. Покажи лицо. ARM, тяжело зайти в Инсту, Контакт или Facebook. Напрягитесь, все в описании. Хорошей недели вам, Атом. 21 тысячу. Ну хорошо, я посмотрю. Побольше таких стримов, удачи пока. Миша, да в основном по воскресеньям-то и видимся. Спасибо, Корея, бандит, что какие-то нежности, особенно от мужиков, очень странно. Зачем мужику лицо другого мужика? Пуму, удачи, спасибо за стрим, Ибрахим, спасибо. Всем счастливо, все, Ичи счастливо. Заканчиваем это прекрасное дело. Огромное спасибо тем, кто закинул донат, паковка. Огромное спасибо тем, кто перешел в разряд подписчиков, спонсоров. И все норм. Good luck. Может быть до завтра, может до следующего воскресенья.